Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что настроились на волну шума сегодня вечером в пятницу. У нас 21:18 по Киеву, 22:18 по Москве и по другим часовым поясам тоже. Друзья, всем большое спасибо за то, что из разных уголков планеты шумите и делайте это вместе, все вместе. Очень рад тому, что пятница становится каким-то очень и очень эксклюзивным днем в последнее время. Именно под выходные происходят такие умопомрачительные события, о которых молчать нельзя. Проект «Шум» — это чтобы каждый не молчал и мог высказаться в комментариях. Вот напишите все как есть. Как думаете, как чувствуете, как видите, как анализируете. Потому что мы вместе в этом шуме пытаемся найти настоящие ноты. Где-то минорные, где-то мажорные, но главное, да, и где-то там вдалеке крик фальцетом слышим. Это понятно о ком, да, сейчас будет еще более понятно. Традиционно и, как всегда, с большим удовольствием начинаем нашу замечательную рубрику «Игру в города». Значит, формат очень простой, да, вы пишете, откуда вы, да, слышите какое-то название населенного пункта и ставите лайк. И очень здорово, что эта игра нас до сих пор объединяет. С нами, значит, Одесса на шуме, конечно, Кишинев, Балашиха с вами. Спасибо большое. Дойчланд, пишет человек. Макеевка шумит, Омск шумит. Аплодируем, Саша. Видите, многих сегодня такое настроение приподнятое, прям с самого утра. Село Малые, значит, Пердунки на связи. Знаете, это село можно назвать, переименовать в Козин. Или там в районе Межигорья, да, вот там, где элитка отдыхает. Ростов шумит. Поехали, да, друзья, поехали. Киев смотрим. Одинцово тоже. Батуми без света. Да ладно, и Батуми уже без света. Луганск на связи. Чернигов. С нами Ванина, Хабаровский край. Ого-го-го-го-го-го. Хабаровский край. Ничего себе. Норильск, Гамбург, Днепр, Трусковец. Спасибо большое. Винница смотрит. Дюссельдорф. Саша, Львив шумить с тобою. То ставьте лайк. Чек там, правильно говорят, вподобайку поставьте. Грозный на связи, спасибо большое за то, что откликнулись. Севастополь, Керчь, Браслау на связи, Запорожье, Сибирь, Алтай, Ахен, Харьков, да, Ахен, Харьков. То есть, вот так человека занесло. Германия, да, много из Германии смотрят. Набережные Челны с нами. С нами Ривне, привет. Архангельск, привет в Архангельск. Тобольск, Калач-на-Дону. Москва на связи. Москву привет. Киев, Севастополь, Калуга, Иваново, шумим. Вильнюс, Архангельск, Рыбинск, Доброполье. Привет из Бордо. Привет в Бордо. Как говорится, наливай. Бордо, хороший сорт. Гданьск, Англия на связи. На связи Калуга, Черновцы, Уфа. Мариуполь. Привет в Мариуполь. Порт Катон шумит. Ахтырка, Хайфа на связи. Красноперекопск, Крым, Керчь. Да, спасибо, что смотрите. Минск, Беларусь, шумит, шумит, шумит. Батуми. Батуми есть свет. Так не вводите, пожалуйста, всех в заблуждение. Алматы, привет, Казахстан. Бердянск, Касансай, ничего себе, спасибо большое. Латвия, ура, шум, да, ура. Сакраменто шумит, Махачкала на связи. Друзья, и Прагушку не забудьте, не забудем Прагу ни в коем случае. Спасибо большое за то, что пользуетесь супер стикерами, супер чатами. Спасибо огромное Анне Салам за поддержку, вообще в принципе за то, что видите QR-код и им пользуетесь, если работает этот сервис. Но самое главное, наверное, сейчас это опрос нашего эфира. Он вот так звучит, и прям давайте подумаем вместе. Увольнение Ермака в сложившейся ситуации — это и варианты. Спасение для Зеленского. То есть ситуация настолько сложилась критическая, что надо было спасаться, и поэтому, много уже приводят пример, да, сбросить какое-то там животное, даже дорогое сердцу, а стая там гиен или львов, или каких-то волков, да, они набросятся, и пока будут обгладывать кости, ты сможешь быстрее смыться и спастись. Жертва, да, агнец своего рода. Может быть, другой вариант, это тяжелый нокдаун для власти Зеленского. Ой, какой тяжелый, будем говорить, разбирать, а какое вообще влияние имел, это же столб власти Зеленского, он же для него был альфа и омега, и вот тут такое, причем это сделано по принуждению, и это четко видно по тому,
по характеру вообще происходящего. Следующий вариант – это сигнал о капитуляции Украины. Ну, то есть, в принципе, смотрите, там выходит Ермак с потужными заявлениями, он же глава делегации с Рубио, да, они там в Женеве быстро соорудили встречу, сейчас, быстро-быстро, потом как бы вот так у них все хорошо прошло, и потом начал с середины недели, уходящей рабочей, Ермак потужничать, говорит, это не сдадим, это не уступим, это нет, так подождите, у вас в Женеве хорошо все прошло или не очень? И, собственно, нейтрализация Ермака, то, что его выбили, это прямой сигнал о том, что будет похабный мир, Зеленский подпишет все. Вот все. А это вот просто, ну, первая прелюдия, да, вот такого очень тяжелого подписания. Ну, еще один вариант, кстати, тоже пользуется пока популярностью, ну, в конце подведем итоги, это просто шоу, спектакль, отвлекающее внимание от фронта. Интересный вариант, исходя из того, что мы же помним материал Axios, а он такой, обличительный. Зеленский знал за неделю все пункты. Эти пункты были слиты через там, Гончаренко, например, и там разные телеграм-каналы. Вот как они появлялись. Ведь если мы подумаем не просто что там, а как это, то тогда мы понимаем, что это такая очень отложенная история, которая с четкими, ну, вот такими рэперными точками проходит. Спасибо большое, Оксана, за поддержку. Спасибо всем за то, что ставите лайк тоже, за то, что поддерживаете. Это рэперная точка. То есть, смотрите, есть уже утвержденный план, сценарий, как все будет происходить. И вот это просто нужно было пройти этот этап. Следующая станция, да, это там, ну, например, замена. То ли Зеленского, то ли переворот в Раде, то ли какая-то вот история с правительством национального единства. Путин же не зря выходит и четко дает посыл. А нелегитимен-то Зеленский. Нелегитимен. Там Песков немножко сглаживает, начинает говорить, ну мы как бы все равно за мир, и это вообще вопрос старый, но заявление, сила заявлений и как бы звуковых колебаний, которые он ртом создает Пескова, да, несопоставимы с Путиным. Все четко поняли и уловили посыл. В общем, голосуйте. Очень интересно, какой вариант победит. Спасибо большое за то, что вы, ну, как бы пишите, откуда вы. Всем привет из Харькова, спасибо большое. В Харьков, Запорожье тут, и привет Харькову передают. Тоже очень интересная такая тенденция игры в города. Они, знаете, вот так вот раз, то есть друг дружке передают приветы. Хмельницкий, Украина, здравствуйте, и вам здравствуйте, спасибо большое. Значит, за то, что пишите, за то, что, собственно, поддерживаете. Химки смотрят. Ох, химкинские ведьмы наколдовали. Ёлки-палки. Борис, да-да-да, и только они. Спасибо большое. И Сочи на шуме, и Мексика смотрит. Кривбас шумит. Спасибо большое за то, что... Вот, Саня, когда перемога, тут шутят люди. Сейчас будем разбираться, когда перемога. Друзья, спасибо, что поиграли в игру в города. Голосуйте, чтобы в конце подвести итоги. Начнем мы, конечно, с утра. Утро такое свежее было. Свежее утро. Прям вот сразу же «Украинская правда» публикует фото. В общем, что это за фото? Многие не поняли с самого утра, но потом немножко стало понятнее. Это перегороженный вот этими плитами, ментами, нацгвардейцами, всякой охраной, местной муниципальной вартой. Короче, центр города, он же перекрыт. А чтобы провести обыски в квартире НАБУ, в квартире Ермака для НАБУ, нужно пройти через эти блокпосты. И первые фотографии появились рано-рано утром вот через эти блокпосты. Там даже женщина какая-то затесалась в шапке, просто одетая. Ну, видимо, или живет там, или, ну, скажем так, рано же надо приходить, надо прибраться, там куча офисов, куча всяких там таких моментов, знаете. Ну, в общем, куча недвижимости, такой парализованный. Вход по прописке, вход по каким-то разрешениям. Ну, вот НАБУ получили это разрешение и начали, так сказать, свои действия. Я хочу сразу от всех иллюзий всех избавить и, возможно, где-то небольшую горечь привнести, горькую пилюлю в том, что это все как бы разнос, и там камня на камне от Зеленского не останется. Ну, во-первых, да, как бы четко было сказано самим Ермаком: все хорошо, мои ермакаты, да, адвокаты Ермака работают, везде доступ, пожалуйста, смотрите. И скепсис полился сразу же. В соцсетях люди там начали как бы выдумывать: ну смотрите, ну подождите, ну что они там ищут? Ну что, ну о чем вы?
О чем вы? Он все спрятал, ничего не найдут. Да это вообще какой-то цирк, это устроили показуху, опять для Запада, и вообще никто никого не снимет, не уволит. Ничего не произойдет. Тем более вот публикуют, кстати, на сегодняшний момент, вот мы в прямом эфире сейчас, а нет поста другого у Ермака. Нет. Ну, слушайте, хоть бы вышел бы, там, написал пару строк, попрощался бы, сказал, как хорошо было работать, мы там за Украину, мы любим, в общем, свою работу, свое дело, страну, мы же так воюем за нее. Ничего нет, ничего. Они сейчас судорожно пытаются прятать концы в воду. Поэтому те люди, которые говорят, что все уже было решено, это все постановка, все так, но не совсем так. Да, Зеленский знал заранее, да, они готовились, но они готовились к ответным ударам, к войне НАБУ и СБУ. А Ермак, который поручкался в Женеве с Рубио, как бы думал, что они получили новую покрышку. Ну, вот этих республиканцев, которые как бы не совсем мага, короче, классических республиканцев, которые как бы вот противодействуют Трампу в последнее время. Ведь на этой же неделе был слив сумасшедший, и сразу там нашлись республиканцы, которые говорили: Виткофа вон, Виткофа в шею, Рубио, вот кто звезда американской политики. Вот ему надо, у него и так все должности, там, советник нацбезопасности, короче, куча должностей, кроме того, что он глава Госдепа, а они ему хотят еще и грабли повесить на причинное место, чтобы он еще вот это тянул. Почему? Потому что Рубио собирает баллы, Рубио всех, ну, Келлога даже сбили, понимаете, хотя он вроде как заодно с Рубио, и все говорят: вот сейчас Рубио все порешает. Рубио отодвинул ультиматум дедлайна Трампа до Дня Благодарения, он был вчера. Рубио вроде как говорит: да, ультиматум подвидим по дедлайну, да и вообще, в принципе, будем разбираться, конечно. Очень хорошо поговорили, великолепно поговорили с человеком, у которого обыски. Обыски. Значит, Рубио сейчас выглядит очень униженным. Очень униженным, потому что вот это действо, которое сейчас происходит, это прямой проигрыш клану Кушнера, Уиткофа, против которого сторонники Рубио так активно воевали в публичном пространстве. Но это как подтексты. Мы к ним еще вернемся и перейдем, а что же может быть, когда будем рассматривать. Суть происходящего заключается в следующем. Сам факт этого обыска – это публичная пощечина вообще Зеленскому, вообще власти. Это унижение некогда примадонны Аллы Борисовны украинской политики, который, как Карабас-Барабас, держит всех, все марионетки должны быть. Тут Подоляк что-то скажет, тут какие-то блогеры, там Петровы, Ивановы, тут какие-то офисные телеграм-каналы, тут все должно быть вокруг этого. И они что? Правильно, начали в начале недели уходящей рабочей лизать Рубио и так его восхвалять. А сейчас что? А сейчас прострация, непонятно что к чему, потому что пришел сигнал, как мне думается, из другого кабинета рабочего. Трампа. Лично Трампа. Потому что очень уж больно подозрительное совпадение. Истекает День Благодарения, дедлайн, и начинаются проблемы у Ермака на следующий же день. Вот так совпало, вот так бывает, понимаете. Тут НАБУ сразу с обысками, картинными, говорит: да, мы пришли, обыскали. Но почему все не так-то просто? Почему это не окончательный разгром? Хотя Рубио, конечно, слил Ермака. Он с ним походил, они там как бы на фоне помятых флагов на скорую руку развешанных в Женеве пофотографировались, все вроде бы как наладили. Заискрила надежда у Ермака, что все сейчас с американцами порешают. Но слил. Все. Ничего не порешал. И началась охота. Это охота конкретно против Зеленского. Конкретно самый ближайший человек. Вы же помните, он спал с ним в одном бункере. Они в теннис играли, фильмы смотрели на большом экране. Там, держась за руку, буквально сидели и смотрели фильмы старые, из прошлого. Ну, в общем, такой прям душеприказчик, такой прям человечище. Смотрите. Человек, о котором так писали, это был Минтич. Ну, душеприказчик, прям так и писали, когда описывали это хозяин половины собственности «Квартал 95». Второй душеприказчик – это Ермак. И они все под ударом.
это удар конкретно к Зеленскому. Это вот как вот этот камень, который прилетает все ближе и ближе к тебе, да, вот как по речной глади, кто запускал такие плоские камешки, и вот он уже, вот сейчас в тебя влетит, да, вот кто-то запустил с того берега лужи, океана, и вот оно долетает. И сейчас надо очень быстро уворачиваться, поэтому времени особенно у Зеленского нет, как и скамейки запасных. Ну, а скамейки запасных позже. Вообще, конечно, все понятно по Зеленскому из его обращения. Знаю и критику читаю. Ну, читаю, общаемся мы в комментариях. Я даже если там где-то не отвечаю, я все равно это все изучаю. Но это ключевой момент. Вот два таких ключевых. Прошлую пятницу, когда он говорит: «Остановите срач! Все ради Украины!» И это пятница. А здесь уже это не Джон Сноу из вот эта «Зима близко», из «Игры престолов», как его там копировали в соцсетях. Это уже другой Зеленский. Абсолютно другой Зеленский выходит на сегодняшнем обращении. Сейчас мы его разберем, но я замечу. Оно вышло раньше. Раньше положенного. Обычно 8-9 вечера. Нет, 6 вечера уже тут как тут. Почему? Потому что эта ночь будет, знаете, как вот у молодоженов, они когда вот свадьба проходит, там все конкурсы, отпели, отплясали, там все выпили, там подрались, не подрались, у кого как на свадьбах. И вот они ночью не занимаются тем, чем должны заниматься молодожены. Они считают деньги, что набросали. Вот сейчас на Банковой считают деньги, переводят активы, распределяют должности. Сейчас у них этим занята их вся мозговая деятельность. А вот эти люди, которые обычно планируют публикации, да, записывают, выдают, СММщики, там вот эти помощники, они тоже, они в сторонке. Сейчас они порешают там, и потом нам скажут, дадут отмашечку, мы что-то накропаем, напишем. Ермаку же пишут тексты, поэтому целый день ни публикаций, ничегошеньки. Просто пху, понимаете? Зеленский выходит с очень ранним для себя обращением. Шановні українці, українки, тільки зараз за кілька... Опять это обращение тупое. Украинцы, украинки. Ну, так, я не знаю, так модно, так нужно по гендерным равенствам, но оно какое-то такое, ну, очень и очень куцое. днів я провів вже майже 20 розмов з нашими партнерами. Всі вони Устал, короче, 20 разговоров провел с партнером. Все они, конечно, очень такие были насыщенные, все очень переживают, все за нас. як один кажуть, ми в захваті від того, як в умовах наявного тиску тримається Україна. Какое давление он имеет в виду? Они в шоке, они прям впечатлены. Как это Украина держится, такое давление? О каком давлении говорит сейчас? Ну подождите, россияне ж там, ничего у них не происходит, ничего не получается, так пропаганда говорит. О каком давлении? О давлении Трампа. Персонально Трампа. И здесь это нужно четко понимать. Як Україна бореться в пошуках миру для своїх людей, а насправді для всіх в Європі, щонайменше в Європі. Поняли? Какое придыхание, какой пафос. Мы боремся за мир как бы для себя, но для всей Европы. Да ладно, что там для всей Европы? Ну, это как минимум для всей Европы, для всего мира, для галактики. Млечный путь никогда не будет знать войн, потому что Украина борется за отсутствие войн в Млечном пути. И пускай там цивилизации непонятно, есть инопланетяне, нет, но Украина все равно борется. Это же миссия, бороться за мир. И вздохнул. Сьогодні я вже говорив з президентом Фінляндії. Алекс поінформував, що звучало від Росії формально і неформально, та про умови, які Росія висуває. Зараз же... Мне вот интересно, а Алексу что-то вот, да? Что Алекс? Ступ, да? Ступ. Что Стубу известно? О чем он формально, неформально? Нет, понятно, что это как бы гольф-партнер Трампа, и, наверное, там чего-то может пронюхать. Но подождите, все слишком видели на этой неделе контакты Стуба с российской стороной или с какими-то другими? Стуб, он в принципе знает, да, как дела обстоят. Ми готуємось до зустрічі з американською стороною про кроки, які потрібні, щоб мир дійсно був. І щоб це був достойний мир. І коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила. Внутрішня сила – це основа нашої зовнішньої єдності.
Что-то на нем лица нет. И вот сейчас там я тут остановил, и вороны каркают как-то. Не к добру все. Слушайте, и как цвет лица так себе, настроение все. Внутренняя сила. Излучает прям видно. Да? Надо внутренняя сила. Надо, чтобы вот все как бы понакаркали чорні ворони. І наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була Слышали, как каркают? Каркают прям над банковой вороны. Летят. Хорошо хоть не гадят. не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Никаких вопросов не должно быть к Украине. Он этого хочет. Смотрите, он прям излучает, как он это хочет. Стоит и хочет, чтобы никаких вопросов не было к Украине. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Смотрите, как они это упаковали. Перезавантажение. Перезагрузка. То есть, вы думаете, это там меня прижали, сказали турнуть Ермака? Нет, перезагрузка. А зачем перезагружать? Ну вот, перезагрузка это вот когда даже компьютер вы там юзаете, он там что-то зависло, у него там не работает, не функционирует. Ну, нажали кнопочку reset, да, или там взяли перезагрузку, телефон, баги какие-то. Ну, ладно, перезагрузка помогла. А тут, смотрите, перезагрузка. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Прям взял сам и написал. Прям пришел, говорит, слушай, у меня там обыски, я не могу. Вот душа болит, не могу. Вопросы же возникнут к Украине. Дай напишу заявление. А Зеленский, как, Ермак, ты заявление принес? Ты что? Никто ж не в курсе. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. А как должно быть? Как-то так, как быть должно. Так а что заявление? Ну, сам написал заявление. Взял и ушел сам. Сам, лично. Никто не принуждал. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Смотрите, то есть он написал, принес, как бы это его инициатива. То есть, смотрите, мы делаем перезагрузку, а Ермак принес заявление. А я, то есть Зеленский хочет, я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Получается, ровно неделю назад с криком и возгласом «Припинити срач», ну, это все было в молоко. Зеленский, тебя никто не слушает. Все, поплыл. Бразды правления поплыли. Ты же сказал, остановите срач. А тут говоришь, не хочу, чтобы были слухи, спекуляции, какие-то проблемы. Поэтому пришел внезапно Ермак, написал заявление, я его принял. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Значит, защищать теперь нашу страну будет начальник Генштаба Гнатов, Умеров, который бедный, я представляю, в каком он шоке. Я так полагаю, ну, судя по тому, как происходит, и что сбили Ермака, опять-таки, чтобы не было спекуляций, сбили Ермака конкретно. Он, наверное, он бы не возвращался из своих как бы, таких вояжей то в Турцию, то в страны Персидского залива, то в Америку опять, в Майами. Он говорит, а тут Зеленский приехал в Турцию, там они поздоровались, и, в общем, и все. Получается, Ермак и его отставка – это очень серьезная изжога для Умерова. И теперь, получается, он главный, ну, с точки зрения политики, государства на этих переговорах с американцами. Ну, понятно, Буданов, у него своя функция, Генштаб своя, ну, там какие-то люди из Министерства иностранных дел. Что-то как-то не шибко представительное получилась делегация, которая будет защищать Украину перед американцами. Как же все говорили, Ермак, это же прям светоч, это же сила, какой кремень, какой молодец. Не будет Ермака. Странно. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною. Друге.
Кабінет міністрів України. Я розраховую, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко разом з народними депутатами в діалозі і єдності забезпечить Україні 3 речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року. Смотрите, это понятно, там бюджет, сейчас разберем. В диалоге и единстве с народными депутатами. Это сигнал того, что он боится. Он боится парламента. Он боится парламента, потому что Ермак – это человек, который курировал, в принципе, парламент. Нет, там местный директор, как это, акционерного общества, директор, ну, руководитель, управляющий, там Арахамия. О нем сейчас тоже поговорим, он тоже выкатил пост в защиту. Смотрите, но как бы совет директоров возглавляет Ермак. Там конверты депутатам, какие-то вот теневые вот эти все. Там реально Ермак дает ЦУ, там, Свириденко, когда назначали, любого другого меняли Кабмин. Они же недавно относительно меняли Кабмин. В мире, в единстве, чтобы не было, вот все депутаты должны быть едины, и Свириденко, такая бедная девочка, пойдет к этим всем депутатам и будет с ними усю-сю, давай. Потому что если вздыбится Рада, ну там как бы мало не покажется никому. А перспективы для этого минимальные, я понимаю, минимальные, все на крючке, но есть. Особенно если подтвердится, что СБУ, ну тоже как-то вот будут тянуться к НАБУ. Об этом мы тоже слышали из слухов и сливов и каких-то, ну, таких домыслов о том, что не все СБУшники одинаково полезны. Тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні Вороны каркают. Бюджет 26 год. Ой. виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям. Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Поняли? Он ждет кандидатур. Предложите мне, говорит. А до этого как было? До этого никто никого не ждал. А сейчас ждут. Представляете? Предложите кандидатуры. Ох, сейчас вона предлагают. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки. Чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни. Это, смотрите, это еще то неочевидное, но читающееся из этого обращения, и почему я, собственно, с вами разбираю эти обращения. Это такой очень четкий маркер, что может быть дальше. Это прогиб хромой утки, в скобочках, индейки Зеленского на правительство национального единства. Свириденко уже начинает его формировать. Но имеется в виду с позиций всех, заметьте, не только тех, которых не достает, а всех министров, которые должны в мире и согласии и взаимопонимании с Верховной Радой назначить. Фактически это фиговый листок или ширма, которым прикрывают очередной пендаль, который получил Зеленский, и правительство национального единства, оно как бы инициируется им. Вот ты не можешь ничего сделать, тебе как бы дали леща, но ты говоришь, что это я сам подставил щеку, потому что христианин. Ну, другую. Поэтому поймите, это закладка на будущее. Эти планы, эти сценарии, которые многие аналитики выписывают о правительстве национального единства, похоже, уже практически решенный вопрос. Просто будет формировать Свириденко. Просто будет она это формировать. Там дальше сейчас вообще гуляют разные слухи о том, что Свириденко может стать главой офиса президента. Так это укладывается в эту модель. Его нагнули, ему откусили власть, да? Ему выставят его этой королевой, а процессами будут рулить другие люди через парламент. И все это придет к вот тому пресловутому, да, правительству национального единства. Он об этом сейчас говорит. Но, опять-таки, он об этом говорит для того, чтобы его правильно услышали там на Западе и как бы отстали. Да? Или он играет эту роль, или будет так. Но судя по тому, что каркают вороны, будет именно так. И это тот неочевидный прогиб, который сейчас читается у Зеленского. Это сценарий. Ермака убрали, в Раде
переполох, переворот, переформат, но формально для отвода глаз все сохраняются. Правительство поменяли. Свириденко поменяла правительство, переназначила министров, ушла в офис президента. Красиво. Третє, я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки і будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Чё? Много негатива с регионов он получает. Подождите. Малюк — это герой Украины. У него там операция, он же такой весь... Все, зачистили всех, кого можно. И нельзя. Там попробуй чего-то пикнуть. То есть нормальная такая схема. СБУ работает с ТЦКшниками. СБУ работает с там, и бандитами, и не бандитами, и бизнесменами. Короче, СБУ нормально так себя... А тут в регионах что-то какие-то непонятные телодвижения. А в каких регионах, очень интересно спросить. А что за... А кто это так здесь какие-то негативные сигналы посылает? До Зеленского дошли негативные сигналы с региона, и он туда отправляет СБУ на проверку. Вот тена! И это как раз-таки в такой самый неблагоприятный момент, когда Ермака сбивают, и вертикали административные рушатся. Ми домовились, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко. І Конечно, быстро, потому что, судя по всему, времени нет. И это намек уже на что-то серьезное в плане регионов. звісно, армія. Наші воїни – герої. Наші воїни знищують ворога, і саме це основа нашої здатності будувати дипломатію. Є проблеми, які давно варто вирішити. Главком, Генштаб, Павло Паліса вже цим займаються і наступного тижня готують відповідну ставку. Перш за все, щоб був дійсно справедливий, раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде. Но это нехватка. Нехватка. Есть привилегированные бригады, есть те, которые блатные, крутые бригады, а есть бригады попроще, которые воюют, стесываются, у них там 3 калеки, 2 чумы, они не могут пополниться, а если пополняются, бог весь кем пополняются, которые или СЗЧшники, или алкашня какая-то, а они же боевые бригады, они не могут себе, ну, как бы вот эту историю, последствия бусификации, они на себе, короче, выгребают, потому что они гибнут. Они гибнут. И когда тебе приходит непонятно кто, ты, получается, боец, который в боевой бригаде, отвечаешь уже не только за себя и за товарища, и вы друг за дружку, а ты отвечаешь еще за вот этого пришлого, непонятного, которое называется пополнение. Вот так вот. И эта проблема очень серьезная. Отсюда столько СЗЧ. И говорит, несправедливо. Несправедливо. Красивых, здоровенных, он все там какие-то дроноводы или в какие-то там такие прикольные бригады, а простые рабочие лошадки тянут этот воз на своем хребте. Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто і зараз, і завжди захищає Україну. Я дякую всім, хто забезпечує, щоб тиск був на Росію, на причину цієї війни, а не на нашу державу і людей, не на українців. Смотрите, как удобно прикрываться людьми. Как удобно прикрываться украинцами, которые сидят без света, которых замордовали, которых ни хрена не спасают от этой всей беды, и которых заперли, которые не могут строить планы на жизнь, которые не могут работать. Очень классно ими прикрываться, особенно в такой момент. Вот этот кусок его речи свидетельствует о том, что это подгорело и очень серьезно. Українці мають виграти. Це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває. Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритись. Втратимо єдність. Ризикуємо втратити все. Себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратись. Мусимо триматись. Іншого вибору у нас немає. Іншої України у нас не буде. Захищаємо Україну. Слава Україні! Ух. Звучит как тост прям. Да, но на похоронах. Ну, не чокаясь. Вообще, это, конечно, финалочка тоже о многом говорит, о настроении, об очень тяжелейшем ударе, который он пропустил. Ведь вот даже условно The Atlantic опубликовал, как знал, вот эту парочку и в черно-белом, ну, потому что это газета такая. Ведь вчера же все было так еще хорошо.
Значит, Банкова официально отказалась выводить войска из Донбасса, как предусмотрено в плане Трампа. Киев не согласится передать территории в обмен на прекращение войны, а об этом заявлял Ермак этому журналу в интервью. По его словам, документ невозможно подписать. Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территории, говорит Ермак. Он подчеркивает, что позиция Киева неизменна. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий. Ну и по его словам, Конституция запрещает, никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской Конституции и украинского народа. Добавил Ермак также, что обсуждать Киев согласен только вопрос остановки огня по линии боевого соприкосновения. По иронии судьбы, это стало последним интервью Ермака западной прессе на позиции главы офиса. Но многие сегодня задаются вопросом: подожди, Зеленский, раз все так хорошо с Ермаком, ну так а почему? Почему ты нарушил свои обещания? Вот когда-то Зеленский так о нем отзывался. Пан Єрмак, це ваша система ППО? Купол? Пан Єрмак реальний потужний менеджер і ні на словах, ні бла-бла-бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24/7, тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною, він не буде залишатись на будь-яких посадах. Значит, он придет, уйдет, не будет оставаться. Тогда это в 21 году, в июне месяце, 24 числа, звучало как, ну, как бы это мой человек, вот он со мной, и, как бы если, допустим, Зеленский уйдет или там поменяет главу, он не будет, он будет со мной только работать, и это был тот период, когда, ну, как бы Ермак, ничего себе, он тогда набирал вес, и о нем все, собственно, шептались и говорили: а как так? А вот позже Зеленский уже с бородой в военной форме отдувается за Ермака. И смотрите, мне кажется, это зомбирование. Ермак реально с ним очень много времени проводит, о чем пишет пресса. Это реально прямо ближайший товарищ, очень близкий, потому что ровно то же самое он говорит через несколько лет уже в войну. Є закон. Я президент згідно українського законодавства. Єрмак – потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди. И так всегда. И вот всегда так. И никогда по-другому. Понимаете? Тут он пришел с явкой с повинной. Это его явка с повинной. Потому что, судя по всему, а это, скорее, информация подтвердится, но немножко позже, у Ермака подозрения по Мидасу, по этому делу, по Энергоатому и по другим делам. Потому что именно Ермак разруливал все происходящее. Потому что именно Ермак там, как сообщают, Али-Баба. Потому что на нем все замыкалось. Это руки, глаза, уши и другие части тела Зеленского. Но он говорит: я ему все говорю, что делать. А это в чем подозревают Ермака настолько, что публично пришли с обыском. Очень интересно, и наверняка мы об этом пока не узнаем, хотя, я думаю, будут какие-то запросы и будет реакция, но это, наверное, будет следующий немножко шаг. Тут хватит пока шума по поводу допросов и отставки. А что же такого нашли на этих обысках, что Ермак сразу быстро написал в отставку? Ермак, наверное, вещи собирается валить за границу, чтоб не достали, потому что ничего не показали, но они понимают, почему ничего не показывают, потому что все, что делает Ермак, говорит ему делать Зеленский. Зеленского НАБУ не достанет. Ну, там особые процедуры, там импичменты, в общем, он неприкасаем. А Ермак – это ближайшая цель.
я еще раз повторю, Умерову сейчас вообще не позавидуешь. Но многие шутят, что вот так бывает. В интернете вообще очень, скажем, такие специфические шутки. Да. Например, вот это. В том, что сдал Ермака Зеленский, потому что он стратегически не так важен, как об этом писали. И вот Зеленский делает селфи на фоне Стеллы с надписью «Ермак». Но отдельный блеск, конечно, мемов в интернете — это вот этот мем. Все тогда обратили внимание, а что это за вообще история? Америка, приезжает, значит, Зеленский, на этом самолете они выставили всех, кого могли найти. Всех же, кого могли найти, выставили. А тут Зеленский с ним поздоровался, ну и поплатился. Крайний до, имеется в виду, нам впереди еще много таких, до Ермака был в Гвинее-Бисау парень. Тоже так хорошо ручкался с Зеленским. Все, сбросили, скинули. Вообще, конечно, эти шутки не оценила главная. Вот та, которая была на видео про Ермака, спрашивала в 2021 году и очень часто с регулярной периодичностью берет у него интервью. Наталка Мосейчук. Она пишет следующее. «Смешно, ха-ха-ха, когда группа людей празднует отставку Ермака так, как будто Новый год на корпоративе, потому что можно так разгуляться, что ненароком окажешься на полу в Ленинграде». Как бы намекает на иронию судьбы Мосейчук. Помнит, хоть давно уже в Украине не показывают ее. К войне добавить заколот, ну это переворот, сговор, бунт, мятеж, заколот. В январе 1918 большевики захватили Киев. Постскриптум. Как всегда, в комментариях буду банить грубость на «ты» и методички Петра. То есть у нас, понимаете, у нас есть методички Петра. Методички. Но то, что человек банит, когда к нему обращаются на «ты», о многом говорит об этом человеке. До отставки Ермака возбудились отдельные слуги. Это Богдан Яременко. Он типа международник. Он вообще выдал очень интересную сентенцию. Он еще не знал, что Ермака попрут в отставку. Значит, несколько раз в своей жизни мне приходилось говорить подчиненным. Я понимаю, что есть соблазн и возможность по поводу вашей руки, что что-то к ней прилипнет. Так вот, я не буду говорить банальные вещи, запрещать запрещенное и так далее. Но если это случится и вылезет на поверхность, не буду прилагать самых минимальных усилий для вашего спасения, а может и наоборот, помогу вас закопать. К чему эта сентенция? Что это он так? Человек, который прославился... И вот до сих пор бы не помнили, кто такой Богдан Яременко, что за Богдан Яременко. Помните скандал с Анал Табу? Увидели в Раде его переписку, причем при живой жене. Скандал лютый, причем от слуг такого тогда никто не ожидал, все были в шоке, но теперь этому даже никто не удивится. Значит, он же дал свой вывод. Ермака спасти невозможно. Еще несколько часов какого-то промедления, и следующее президентство, как доброе имя Зеленского, будут в жертву принесены попыткам спасти Ермака. Нет такой дружбы, которая стоила бы доброго имени. Такое ощущение, что Зеленский послушал Ермака и через несколько часов после этого поста подписал его увольнение. Сразу после обращения, что диво дивное, чудо чудное, появляются его прям указы. Все, он уволен. Они явно торопятся. Они явно, им нужно торопиться, им нужно спешить, чтобы перепрятать, спешить, чтобы свалить со страны, спешить для чего-то конкретного. Это не про мирный трек, это про задницы, которые нужно уносить. И это очень болезненный удар. По Зеленскому было видно. И он даже Яременко, Анал Табу послушал. Мудрая Рахамия, как всегда,
выходит со своим посланием. Значит, длинный текст, все пересказывать, конечно, не буду, но смысл такой, что мы, моя команда, команда президента, поддерживаем решение Зеленского. Представляете, слуги поддерживают, что Ермака убрали. Как там это Безугла описала? Добби может быть свободен. Значит, поддерживает Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Заметьте, он употребляет слово «гидное», а не «достойное». Лучше выучил украинский язык, чем Зеленский, видимо. Так вот, нам нужно быть сильными внутри. Владимир Зеленский четко заявил, что мы не должны, не имеем права отвлекаться на что-то, кроме защиты Украины. Это приоритет. Короче, все стали защитниками Украины. Ну и для нас важно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Повторяет Арахамия. Как вы спросите, Арахамия смог продержаться и может петлять. Его там, собственно, никакая участь не постигла. Ну, во-первых, там говорят о покрышке американской, он же Дэвид Браун с американским паспортом. А во-вторых, это их манера. Они берут слова начальника, добавляют пару слов, чтоб разбавили, и повторяют точь-в-точь, но со своей интонацией верноподданного. И так, в принципе, эти лизоблюда и удерживаются у власти. На этом строится вообще вертикаль Зеленского, которая потерпела очень серьезный удар по себе. Не знаю, насколько пережила или не пережила, пока непонятно, но удар очень серьезный. Ну, мы ж не видели итогов обыска, мы ж не видели бумажку с подозрением конкретно опубликованную, только о нем все говорят для Ермака. Ну, посмотрим. Но видите как, Арахамия, мы за президента, мы этот предаст первый, этот первый сделает заколот, как говорит Мосейчук в парламенте, для того, чтобы быстренько, просто сейчас надо перетоптаться. Нужна неделька, несколько дней. Все точно будет решаться на следующей неделе, хотя может и быстрее, если Ермак уедет из страны. Это будет особый прецедент. Ну, уехавший из страны тоже после преследований нардеп Куницкий пошутил: ну, как просили, поддерживаю президента точно так же, как он поддерживал меня и других коллег, которых били, обливали грязью в СМИ, сажали в тюрьмы и вводили санкции. Поддерживаю его точно так же решительно, как он поддерживал тех, кого как бродячих псов отлавливали на улицах и вывозили на убой. Поддерживаю команду в офисе президента, которая годами не слышала никого и ничего, одновременно раскрадая, разворовывая международную помощь. Ситуация серьезная, уже не шутки. Даже Юзик сделал пост. Юзик, большой такой из квартала, депутат тоже, он тоже сделал пост. Они все сделали пост. Некоторые даже слуги успели в эфир выйти. Достаточно умный, грамотный парень, но оказавшийся в этом кодле. Он, кстати, по мажоритарке с Львовской области, с Червонограда избирался, Камельчук. И тот вышел с темником. Ну, темник громко звучит. Темничком. Ну, єдине, що я можу підозрювати, те, що було явно помітно на зустрічі з фракцією, що Андрій Борисович мав якісь питання до здоров'я. Так он больной! Ермак больной? Ё-моё, Камельчук, спасибо! А то я думаю, что не так. Вообще сейчас все выкрутят, послушают Камельчука. О, классная идея. Так он ушел, он сам принес заявление, говорит, не вывожу. Сердце, давление, вот не вывожу. Зашился с тобой. Столько лет вместе. Отпусти, отпусти. Он говорит, отпустить не могу, перезагрузку будем делать. Ах, не вовремя заболел Ермак, сразу после встречи с Рубио. Чи зараз це є причиною заодно, я не можу стверджувати. Кажуть, що на засіданні фракції він, в нього був нездоровий вираз обличчя, він був досить такого червоного И как они кивают, да, он был красный. Красный. Может, стыдно ему было? Не, давление. кольору. І якби справді це не тільки ви говорите, а всі, хто був в нашому ефірі, був присутній на фракції, це підтверджує. Саме так. Тобто є якісь питання до самопочуття його з причин, напевно, високого тиску. Причини цього я не знаю. Напевно, це є частково лікарською його персональною інформацією. Тому... Не будем обсуждать, все, съедем. Многие слуги говорят, какой-то нездоровый Ермак. Это же было вот неделю назад. Фракция. Это там, где Зеленский посылал безуглую. Неделю назад все было иначе. Неделю назад
вообще другие были нарративы. Все поменялось за неделю. Это все рухнуло, как колосс на глиняных ногах. И они сейчас начинают, да, что-то он нездоров. Может, хряпнул просто, покраснел немножко. Давление. Но мы не будем обсуждать здоровье Ермака, не будем. Зачем это делается? Ну, чтобы какой-нибудь отбитый в порыве, политик, например, какой-нибудь, или активист, или еще кто-то, не спросил и не задал очень простой вопрос. Так а в армию будут Ермака призывать? Ну, только 54 года. Ну, а что? Нормально дедов таких хватают, 55, и постарше хватают, и тянут на фронт. Армия, Ермак. Бронь кончилась или еще не кончилась? Если выйдет, то как за границу? Здоровье, наверное. По ВЛК спишут. Гончаренко тоже ржет над этим всем, конечно, он как сейчас на коне, он главный оппозиционер, который открывает рот. Ну как, это все бутафорская оппозиция, тем не менее. Но давайте так. Говорит, вот этого человека к нему нет никаких подозрений. Это спичрайтер Литвин, который, как утверждают в структуре Ермака, может присесть на ухо конкретно Зеленскому, он ему речи пишет, поэтому на ухо присылает. И, по крайней мере, те санкции, которые введены, о которых Куницкий говорил, против медийных лиц, журналистов, блогеров, это вот он, якобы. Это он причесывал всех, это плохие, это надо санкции на них вводить, этих надо YouTube-каналы, ТикТоки блокировать вообще. Это вроде как он. Так сообщают об этом, не знаю, так передают. И он вроде как остается на этом ухе. Точно так же остается Палиса, потому что он будет заниматься пополнением бригад. Получается, все остается, но меняют, в общем-то, голову и называют это перезагрузкой. Такой бутафорской перезагрузкой. Есть, конечно, версия, она ходит и гуляет, что Ермак не уедет из Украины, он просто ляжет на дно и создаст такой бэк-офис. Из бэк-офиса будет, собственно, всем руководить серый кардинал такой. Только серый-серый. То он был просто серый, а сейчас серый-серый. Но тут же это все очень легко проверяется. Подозрением и участием в следственных действиях НАБУ. Конкретно. По поводу санкций, например, есть уже информация, что Данилов там бывший участвует. Данилов, который был секретарем СНБО и который конкретно занимался тем, что обелечивал тех людей, которых вводил и выводил из-под санкций с очень интересным ценником $500 тысяч. Железняк тоже Данилова вспоминает, но он как-то очень интересно смотрит на будущее вот этой структуры и этой пірамідки, которая после Єрмака остается. І він, розуміє, що навколо президента мають бути тільки лояльні до самого Єрмака люди. По-друге, він ніколи не приймає рішення за президента. Він створює таку атмосферу і такий набір порад, де президент, звичайно, приймає саме рішення. Короче, это он говорит, как действует Ермак. Ермак всегда действует теплой ванной. То есть не доходит информация, этих пропустить, этих не пропустить. Была там Левченко, его секретарь, через которых можно было пройти, как-то пролезть. Но Ермак всех отодвигал. У него такая суперспособность всех отодвигать. Просто так чи інакше, це рішення вже підготовлено і сказано 10 різними людьми, які, в принципі, відпрацювали всі тези Єрмака. Тобто, він передає право на рішення, звичайно, президенту і обов'язково його виконує, просто робить такі умови, в яких президент іншого рішення прийняти не може. Мудро, красиво і відверто говорячи, він цю тактику використовує за того, що у нього виходить найкраще. Це прибирати конкурентів. В цьому я, чесно, захоплююсь силою Єрмака, тому що у нього ефективно завжди виходило прибирати до себе нелояльних, навіть якщо вони десятки років були разом з президентом, і ставити своїх лояльних людей, які, так чи інакше, тільки доповнюють його картину впливу. Тож, як тільки Андрій Єрмак стає головою Офісу президента, він одразу один за одним позбавляється від всіх тих людей, які були поруч, яких залучили як в рамках цієї зеленої хвилі або соціального ліфта, або які були навіть їм поставлені, але не сподобались президенту чи не виявились такими лояльними. Тож одразу в березні іде під ніж, відповідно, Кабмін Гончарука, і сам Гончарук Гончарук, который говорит, Зеленский профан, этот первый, на самокате ездил. Они же такие все пришли. Смотрите, это Железняк сейчас, он пытается
Ну, короче, начались бега, забег начался, да? Гончаренко с одной стороны, Железняк с другой стороны. Все пытаются рисоваться перед кем? Перед западными партнерами. Посмотрите на нас. Поэтому это очень просто, конечно, выходить и выдавать генезис. Ну, типа, как все начиналось, а давайте разберемся. Сейчас как будет. Потім виживають першого свого заступника, це Трофімова, який був і керував частиною виборчої кампанії. Так само дуже швидко позбавляється нелояльного спікера Дмитра Разумкова, так само позбавляється вже під час повноштабної війни Ірини Венедиктової, Баканова те ж саме, і навіть того ж самого Шефіра, який довгий час був першим помічником президента і, м'яко говорячи, відповідав за всі делікатні питання, теж швидко разом з Міндічем усувають в бік. Быстро, и смотрите как, вместе с Миндичем. То есть Железняк врет, не краснеет. Он просто вот это вот набрасывает. Шефира там другая история его, скажем так, ухода. Ему надо было эвакуировать определенные активы. Там на самом деле все хорошо. У Шефира там брат как-то заортачился старший. Ну, тот, который помощником был Шефир. Это все нормально у них. Они там яхты покупают. Нужно быстренько как-то вот уйти. Но это же как злой Ермак. Представляете, всех отодвинул от Зеленского. Всех в сторону. Вот из-за него все. Суперспособность у него такая, взять всех как бы на уши присесть Зеленскому і всіх від корита отодвинуть. Потім виживають і, відповідно, Кирило Тимошенко. До речі, у нього ще дуже швидко забирають всю медійку, де замість нього ставлять того ж самого Подоляка. Далі навіть іде під звільнення люди, які вважались лояльні або, скажімо, нейтральні до Єрмака, але, скажімо так, швидко почали ходити до президента в обхід його приймальні, і, відповідно, що стало як в казці про Ікара. Близько підлетіли до сонця. Це мова йде про того ж самого Данілова, мова йде про того ж самого Кубракова. Заміняють навіть Дмитра Кулебу і, звичайно, найбільша заміна, яку теж приписують Єрмаку і справедливо приписують, це заміна Валерія Залужного на, відповідно, іншу людину, яка і очолила далі Генштаб. Короче, смотрите, значит, какой смысл это все несет? Да, почему я вам это показываю? Потому что, уже совсем скоро, вот сейчас быстро не будет этого подозрения, если оно есть, опублично не будет. Но уже начинаются потихоньку, такие робкие переминания с ноги на ногу, типа танцы на костях Ермака. Их сейчас будет много. Сейчас откроется политический сезон, там новая неделя. Вообще будут все рвать Ермака. Его будут рвать, обгладывать. А сам Ермак, как они планируют, сейчас они всю ночь будут вот это вот все, да, перепрятывать деньги, считать, и будет ложиться на дно, и как бы меня нет, поэтому говорите все, что угодно. И будет очень удобно, что президент Зеленский-то хороший, а Ермак, Ермак вот это делал, а Ермак вот то делал, но он убрал его, он, конечно, патриот. В общем, будут сейчас выстраиваться на смотрины к Западу и к Зеленскому к самому, чтобы опять, так сказать, присесть ему на уши, понравиться и добыть вот это место у корыта, от которого всех отодвигал и гнал Ермак. Примечательно, что эта вся война спецслужб сегодня вообще перешла все всякие нормы. Опубличенный был на днях, и Мосейчук это публиковал, о нем это, в общем, он рассказывал об этой ситуации. Вот эти паспорта, абсолютно случайно, видите, рука в перчатках, экспертиза, накрыли в Москве фальшивые паспорта на заказ, делались в определенном офисе. Они его накрыли, стандартная практика, вот мы видим тут такие очень Саидов там, Абдухолик Сафарлиевич, вот его паспорт, видите, голограммы, все хорошо. Но тут есть еще и Клименко Александр Васильевич, 86-го года, значит, в Срибном родился, Срибнянский район, Черниговская область. Ах, что это за Клименко? Что это он вдруг появился? Так это ж глава НАБУ, представляете? В Москве кто-то у этих дельцов заказал паспорт, чтобы он что? Чтобы он был, чтобы его предъявить. Поэтому в войне НАБУ и, понятное дело, СБУ все еще как бы не закончено. И тут начинается очень деликатная история.
не является ли вот эта смена караула в офисе президента перезагрузкой для того, чтобы уплотнить ряды, для того, чтобы снимать близкого, было некого, для того, чтобы фунты, которые сейчас сидят в Кабмине и вот занимаются тем, чем на пленках Минтича мы видели, такие же фунты сидели в офисе президента. Потому что, как ни крути, до этого доводят Зеленского. То есть Ермак будет, Минтич будет, деньги никуда не денутся, схемы бэк-офиса никуда не денутся. Просто о них никто не будет знать. Вот как о Минтиче особо никто не знал, да, только там ближайшее, когда на квартире, что-то квартал, праздновали день рождения в ковид. Вот так. То есть Зеленскому нужно быстренько заметать следы. А вот это, представляете, какая бомба? У главы НАБУ российский паспорт. Но тут он почему-то у тех, кто делает их фальшивые, выдает. Сразу все задались вопросом, подождите, а у Труханова, который крест на пузе давал, говорит, я не получал, я мог по возрасту, там Советский Союз распался по праву того, что находился там на территории РСФСР в то время, в армии служил, я мог его получить, но я не получал. Этот приказ на меня не распространяется пару месяцев. А может, ему тоже нарисовали? Вот эти таджики или кто там, узбеки, которые там этим занимаются и промышляют, и был просто заказ? В общем, потрясающая история, но Ермаку она не сойдет просто так с рук. Потому что на это обращает внимание Кирилл Дмитриев. На фоне обысков НАБУ и САП у Ермака, в его доме, спецпред президента России Дмитриев напоминает об утверждении Такера Карлсона о том, что Wall Street Journal что-то знают, причем там сотни миллионов, и молчат, чтобы сорвать план Трампа. Карлсон уверен, что Ермак возглавляет усилия Украины по срыву плана Трампа для Восточной Европы, а владельцы Wall Street Journal покрывают для того, чтобы ничего не получилось. Вы понимаете, что 100 миллионов приписывают Ермаку? Фигурируют такие цифры. Всего же фигурирует цифра 48 миллиардов. Некоторые называют там чуть меньше, чуть больше. По-разному оценивают. Миллиардов за все время войны саккумулировали, отмыли, поделившись с друзьями на Западе, поделившись с друзьями внутри страны, и даже двушечку в Москве отправляли. Вот это шайка-лейка. Причем эти суммы, это вот то, что сейчас фигурирует, это даже мелочь какая-то. Какие-то миллионы, конкретно Ермак, или конкретно там какой-то Энергоатом. Даже генерал Марченко вышел и тоже лютует. Тот, который с Залужним уходил. Це пиль по сравнению з тим, що відбувалось в Міністерстві оборони. Коли ви зануритесь в оборонку, в зброю і в техніку, от там ви вже просто прозрієте. Тому що я так розумію, що плівки Міндіча то просто пиль, то просто детективи НАБУ, розуміючи масштаби, вони розуміють, що якби вони вивалили зараз все, що у них є, у нас би просто був другий Майдан. Тобто люди б вже просто це не схавали, вони б вже просто, вони б розірвали їх всіх. І я вам скажу, що я впевнений, що в подальшому ще буде у нас по Мінобороні стільки сюрпризів, що у нас будуть голоси сивіти прямо під час перегляду на екрані того, що там відбувалося. Да, все посидеют, все будут в шоке от сумм и сколько не дошло до солдата. Все будут в шоке. Поэтому нужно что? Перезагрузку. Вот тут инсайдер пишет, то, что на должность главы офиса президента Свириденко рассматривают. Для этого и нужно уйти с должности премьера. Новым премьером может стать Михаил Федоров. До этого ему много раз, предлагали, но он отказывал. Милованов сразу чует, нос держит по ветру, говорит, ой, слушайте, ходят слухи, что Свириденко возглавит офис президента. Я полностью поддерживаю это решение. А кто тебя спрашивает? Сейчас Милованов написал, я не знаю, он неофициально со справкой, неофициально, а Безуглая официально со справкой. И Безуглая поддерживает, говорит, по моему мнению, оно было бы идеальным решением, выходом из кризиса и усилило бы это, понимаешь, троллит. Милованов троллит.
Значит, было бы идеальное решение, а еще усилило бы правительство и исполнительную ветку власти и смогло бы дать толчок и развитие вперед в самые сложные времена существования Украины. Короче, если Свириденко убрать из правительства, это бы усилило правительство. Сам понял, что написал? Но он же сам про себя говорит. Я дебил, помните? Ну, тогда всерьез этого никто не воспринимал. С Энергоатома, кстати, первый свалил. Первый, как только что почуял, что там есть пленки, Мидас и так далее. Вообще, если так вот посмотреть и вспоминать, ну, как это Железняк делает, как вот, немножко так вспоминать, очень тяжелые параллели происходят. Как каркали вороны в обращении сегодняшнем Зеленского фончиком. Ровно так же какие-то странные аллюзии вызывают период, когда это все происходит. Я сейчас не столько про Майдан, а сколько про конкретные знаки и символы. Я помню, перед войной, большой войной, имеется в виду 22 года, падали елки везде. Помните? Перед Новым годом елки падали. Падали, ветром сдувало, Херсонская упала, я помню, елки-палки, Херсонская, там в других городах. И прям многие обратили на это внимание. Ну, а потом этот год начался с того, что, в общем, 22-й, и вот это все началось. Так вот и сейчас эти елки, они, мне кажется, для украинских президентов какие-то роковые. Главную елку страны как раз сегодня начали украшать игрушками. Заявляется, что 10 тысяч игрушек в Киеве вот выставили, да, вот Михайловский собор, Софиевская площадь. Ну, елка как бы как елка. Приглашают, кстати, всех желающих повесить свою игрушку. Вот вам, пожалуйста, елка на Софиевке. Пышных празднований, конечно, нет. У нас же война, никаких празднований не будет. Но, в общем, скромно, со вкусом. Вопрос только, а успеют ее доставить? Вот на Майдане, когда ставили елку, как говорил Янукович, тогда не успели. И она была таким атрибутом, там повесили всякие плакаты, в общем, ужас, превратили Новый год в этот, ну, как бы в это одище. Что будет с этой елкой? Как бы особо не спеша ее, конечно, наряжают, но она тоже может стать роковой для Зеленского. Вполне себе. Хорошо, что у депутатов от Порошенко все хорошо. У них черная пятница. Оформили командировки себе, Геращенко и Сюмар, и улетели в Милан на шопинг. А там же скидки. И рады, смотрите, как фотографируются, довольные. А что им? У Зеленского все плохо. У партии Порошенко, Европейская солидарность. Все хорошо. Но как пресса пишет о том, что происходит сейчас с Зеленским? Значит, Axios пишет вот что Ермак уходит в отставку ровно за день, обращает на это внимание, до переговоров с Виткофом и Кушнером в США. Значит, источники в Киеве называют отставку Ермака политическим землетрясением, которое произошло за день до того, как он должен был направиться в Майами для переговоров с командой президента Трампа по плану мирного урегулирования. Внимание! На выходных Зеленский отправляется, ну это было анонсировано, в Париж, якобы, да, с Зеленской, в очередной раз в Париж. Посмотрим, состоится ли этот визит, или будут утрясать и перетрахивать офис президента, но вроде как анонсировали, что Зеленский и Зеленская отправляются опять к Макрону. Опять там будут с европейцами встречаться, будут со всеми, собственно, ручкаться и так далее. А в этот момент, то есть буквально завтра, должен был вылетать Ермак к Кушнеру и Уиткофу. Украинские официальные лица заявили Axios, что цель несостоявшихся переговоров была в том, чтобы завершить достижение взаимопонимания. Идиоты, конечно, это пишут. Завершить достижение взаимопонимания между США и Украиной до того, как Уиткоф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с Путиным. То есть на официальном уровне как бы выгодно было Киеву, чтобы Ермак поехал один или с Умеровым в Майами, обработал Уиткофа и Кушнера, и потом уже они летели, как говорится, подготовившись с Ермаком, летели к Путину. У Путина ждут Уиткофа, там по-своему на это все смотрят. Там вообще говорят, что, ё-моё, слушайте, ужас, что происходит. Там депутаты разные по-разному комментируют, но это не суть.
Но этот визит не состоялся. Почему? Потому что нет уже Ермака. Очень интересно. То есть это или американцы подсуетились, или сами в офисе президента решили не дожидаться каких-то серьезных телодвижений, не делать так, как с Чернышовым. Помните, первый вице-премьер, у которого там вопросы от НАБУ, когда он был вице-премьером и министром. Это летняя история, я напоминаю всем. А тут вроде как, не летняя, вот сейчас. То есть офис быстро сам принял решение убирать Ермака, чтобы этот визит не состоялся. Для того, чтобы, условно, как мы слышали из обращения, Уитков отправился непосредственно договариваться. Саму же вот эту историю с мирным планом вот так The Week охарактеризовали. Подарок для России от Трампа. А все почему? Да потому что The Telegraph пишет, что США готовы признать российским Крым и другие территории, чтобы заключить соглашение о прекращении боевых действий. Мол, именно с этой целью Трамп отправляет на следующей неделе Уиткофа, и он должен сделать прямое, конкретное предложение Путину. Украина не будет обязана признавать эти потери, пишет издание, но США будет признавать. Украина не признает. И бог с ней, кто ее спрашивает? Кто ее вообще спрашивает? Но США скажут: Путин, ты завоевал вот это? И под вопросом Донбасс. Мы признаем. То есть США и Крым признает, и Донбасс, и вот этот перешеек южный, сухопутный коридор в Крым. Соответственно, и Запорожскую атомную, да, наверное, с обязательствами 50 на 50, и туда сунуть свое жало, сунуть свой нос и зарабатывать на Запорожской атомной. То есть у них все расчерчено. Давай, мы признаем. Если признает Америка, понятно, может не признать Европа. Такие они заортачатся. Но другие страны, кстати, в той же Европе, сегодня Орбан был у Путина, тоже могут признать. То есть это же признание повлечет череду других признаний. И получается, вы тут сидите и не признаете, а все страны признали. Санкции снимаем, работу возобновляем. Интересное предложение. И получается, так произошло, что Ермак, потужный Ермак, не доехал к Кушнеру и Уиткофу перед этой встречей. Почему? Потому что его там не сильно хотели. Но в вопросе территорий опять покажу вам Марченко, генерала, который говорит, что, слушайте, ситуация складывается очень и очень тяжелая на фронте. И вполне себе могут быть откушены в ближайшем будущем большие куски с переходом реки Дніпр і атакою уже на Ніколаїв. Я вам скажу, ситуація дуже напружена. Я не хочу зараз, і так настроєння у людей погане, щоб портити його ще більше. Але скажу, що ситуація дуже напружена, дуже погана. І я вам скажу, якщо буде далі так відбуватися, то далі ми будемо втрачати потрошки, побільше, поменше, потрохи. Але ми будемо втрачати землі. Будемо їх втрачати. Вони зараз зайдуть, захоплять Покровськ, потім зайдуть на Дніпропетровську область, потім зайдуть, перепригнуть через Запорожжя, підуть на Запорожжя, потім перепригнуть через річку, захоплять обратно Херсон, підуть на Миколаїв. Так воно буде відбуватися, на жаль, при такому керівництві і при такому відношенні до війни. Вот при таком отношении так и будет. То есть, в принципе, Марченко все разложил, по-генеральски. А чего? Сейчас рассыпятся ВСУ, редуты уже прошли. Вот, например, в Гуляйполе ситуация потрясающая вчера была ситуация на Гуляйпольском направлении. Они, понимаете, это же манера Сырского. Это еще год назад было. Они взяли ситуацию с Авдеевкой или там Угледаром, например. Вот те события. Говорят, смотрите, это направление не вот это там какое-нибудь там Авдеевское, а это вот конкретно это. И тут у нас все хорошо. Бьем врага, идем вперед. Даже пытаемся пройти. А вот в этом, мы просто давайте по-другому назовем. И вот они назвали по-другому. Гуляйпольское направление образовалось. Во время перегруппировки сил одно из подразделений как-то несогласованно отошло с позиции, и враг зашел в фланг сил обороны. Представляете? Так несогласованно взял и ушел. Какой-то подраздел, какое-то подразделение. Вот так случилось. В общем, сели в лужу вчера.
Капитально сели в лужу, и все говорят, подождите, это что, ВСУ убегают? Да. Если простым языком, гражданским, без каких-то вот этих всех, да. Несогласованно встали и ушли. То есть без приказа они отступили. И об этом четко было заявлено. И поэтому удар во фланг, и, собственно, вот так и получилось. Сегодня пытались гасить эту историю. Выпустили видео. Смотрите, это оперативное командование Юг. Гуляй-поле, нам говорят, что это Гуляй-поле. Попытались проникнуть россияне, но тут им жестко дали. Размазали концерт к Кобзону. Смотрите, как бьют. Ох, вот это удар, вот это необыкновенно. Просто вот потужно. Потужно. Мотосмертники, ну не мотострелки, а мотосмертники. Смотрите, как все рвется. Ух, какие мощные силы обороны. Написали об этом. Вообще просто, ну прям поэма. И все перепостили. 33-й отдельный штурмовой полк сухопутных войск и другие смежные штурмовые механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован. Почти, знаете, вот это голосом Левитана. Представляете, какой текст? Как написали силы обороны Юга? Отдельные, правда, люди, которые, не ведутся на этот пафосный текст о том, как все хорошо, говорят, а что это вы показываете видео какое-то? Ноябрь месяц заканчивается, а у вас там листва зеленая, какие-то все ездят непонятно, какие-то обстановка, какие-то непонятные сараи, все в зеленке россияне прячутся, а вы тут такие бьете. А что это вы показываете за видео? Что это такое? Вопрос это позадавали. И это все продержалось ровно там несколько часов, рабочий день. Видимо, кто-то переживал так за Ермака, не досмотрел, а потом досмотрел. И этот пост, внимание, официальный ресурс сил обороны Юга о том, как сдержали ситуацию в Гуляй-поле, удалили. Удалили. Наврали. А сколько... Вот война идет 4-й год. То есть у нас... Сколько? 4-й? 3, да? Пускай 3. 6 зеленок у нас есть. Или там 3 зеленки. Я имею в виду 6, имеется в виду межсезоний, да? Или там 3 полноценные зеленки. То есть, смотрите, пожалуйста, бери какое видео, ставь. А что там? Разбитые дома, не разбитые. Главное написать, что мы побеждаем. Так позорно удалили публикацию. Как раз таки в самый тяжелый период, когда там, на передовой, прям беда. Прямо беда. Вообще изменился и характер боевых действий. Вот непосредственно эти кадры со вчерашнего дня облетают сеть. Дроны российские сбрасывают зажигательную смесь на вот эти коридоры, накрытые сетками. Сетки – это отдельная история. Их, бэушные, порченные, никому не нужные, непригодные, из конского волоса, типа хорошие, отправляют там датчане, французские рыбаки. На это дело даже некоторые собирают деньги, представляете? А давайте деньги заберем, и чтобы... Они бесплатные, они там мусор. Они сбагривают мусор в виде этих рыболовных сеток. И этими за деньги волонтеров, волонтерских сборов покрывают вот эти дороги. Чтобы дроны и FPV-шки не поражали технику и машины, которые по ней едут. Нашли. Нашли противоядие. Сетки горят, дыры есть. И, собственно, вот так вот эта война и развивается дальше. В тылах тоже становится чем дальше, тем более неспокойно. Сегодня даже били кинжалами по Староконстантинову. Никто не сообщил, что там за последствия, но вся страна была в воздушной тревоге. Кинжалы запустили, 4 борта МиГ, пуск, Староконстантинов, слышны были взрывы, поразили, не поразили. Расскажут, конечно. Расскажут, конечно, в ПВО всякие игнаты. В тылах очень неспокойно. Вот сегодня город Киев. Гремит взрыв.
це для тебе. Там стоянка у нас горить, зриваються машини. Чуєш, як зривається? Це там шифер, оте все, мабуть. Боже, хоч би машини не горіли. Школа, стадион, заправка рядом. Гаражные кооперативы, гаражные дроны. Ты не знаешь, вот пацаны в футбол играют, а они не знают, что там в этих гаражах, которые рядышком. Что там? Что там еще может взорваться по неосторожности? А это сегодня конкретно после прилета опять погасла часть Харькова. Видите? Это с регистратора автомобиля. Гремит взрыв. И гаснет свет. Все. Приехали. И так постоянно. Также сегодня были удары по Сумам. Город Славутич. Это Киевская область. Ну, как бы она в черте Черниговской находится. Отдельный просто город. Опять без света, потому что в Черниговской области ударили по подстанции, и, в общем, опять непонятно, что. Вот сейчас как бы закончатся атаки, налеты, обещали идти ремонтировать. И все это на фоне того, о чем Марченко говорит. Говорит, будут откусывать территории, идти дальше. Теряет боеспособность вооруженные силы Украины. ПВО, на передовой, потому что врут, потому что залипухи снимают для тыла. Они говорят, ну ладно, у нас тут прилетело, мы без света сидим, но зато же вот мы скинулись на сеточку антидроновую. Ну ладно, мы зато, наши бойцы там впереди борются, им тяжело. Ну, Путин, например, говорит вообще об утрате боеспособности вооруженных сил Украины. Те на Западе, кто понимают, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее. И даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок. То есть, смотрите, на Западе не все дураки. Запад — это не какие-то там идиоты. Запад — это, ну, есть грамотные люди, специалисты, они видят это все положение дел и говорят, прекращение, хотите, уступайте уже, все уступайте, только прекращайте, потому что будет катастрофа. Потому что понимают, начнется сворачивание фронта на отдельных участках, и тогда вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность. Они потеряют наиболее боеспособные части, как это сейчас происходит в районе Красноармейска. И говорят, хватит вам, сохраните костяк вооруженных сил и свою государственность. Вот о чем надо думать, говорят представители этой точки зрения. А другие, которые полагают, что Купянск уже вернулся. Ну, другие, там он там убитков защищает. Вообще, конечно, много таких заявлений по поводу нелегитимности. Мы разбирали сегодня в интервью. Я просто вот именно, ну, скажем так, пытаюсь что-то, какие-то другие вещи выдать. Очень такие знаковые в Бишкеке были диспозиции, что Зеленский нелегитимен, подписывать с ним ничего не будут, да, такие моменты. Но ключевой же момент, что там понимают отдельные люди, что идет все к поражению, и нужно сохраниться хоть как-то сохранить ВСУ и государственность, потому что пока есть ВСУ, пока есть какая-то государственность. Потому что если не будет костяка вооруженных сил, если его Зеленский сожжет бессмысленно, спасая задницу Ермака от коррупционных скандалов и, собственно, от того, чтобы не пришли и в Минобороны немножко не полезли и не поскоблили в Минобороны, посмотрели, что там миллиарды просто бешеные забирают и разворовывают. Если вот до этого момента не убьют все ВСУ, да, а если убьют, ничего страшного. Ну, как бы придется тогда принимать тяжелое решение. Ему дают время спрятать концы в воду. На горбе, на крови, на жилах солдат, которые, кстати, воевать не хотят. По поводу Запада еще одну очень интересную вещь сказал Путин. Говорит, не ожидал после Анкориджа санкций на нефтяные компании. Это объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то? А что происходит-то? Вроде же все там, выработали трек Анкориджа. Сейчас идет, как многие утверждают, по этим анкориджским лекалам. А тут санкции с бухты-барахты. Ничего себе, нефтяные.
Понимаете? Вот. Поэтому обвинять господина Уиткофа в том, что он уж больно значит, любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Ну, мы с ним говорили, встречались, повторяю, на Аляске, а потом бум, при полном здоровье нарождающихся новых отношений, санкций, которые разрушают наши отношения, безусловно, так? И на самом деле, ну, в общем, повторяю, для нас непонятно, что это за знак такой. Непонятно, не поняли этих санкций. То есть с Виткофом все было нормально, а тут санкции. Это означает только одно, что к этим переговорам, к этому... Вот смотрите, все говорят, что там Россия, там они там не пойдут. Россия на все пойдет. Россия, как бы, с точки зрения государства, смотрите, это важно, государства, они будут делать то, что им выгодно, то, что они могут заполучить военным и невоенным путем. На этом же Бишкеке он говорит, нас все устраивает, военным путем будем дальше так идти, дальше. Но если можно не военным, будем получать невоенным. Еще раз, эта война изначально не за территории. Территории не нужны. Не нужно вот Одессу там захватить. Не нужно этого. Не нужно там захватить всю Украину. Там, или часть без Галиции, да, или Галичины. Или там без какой-то другой. Или Киев. Не нужно. Нужно выполнение условий. И если не военным способом это получится, то почему бы и нет? С увольнением Ермака, жутким давлением на Зеленского и вот этим всем ужасом, который происходит в вертикалях власти сегодня в Киеве, мы приходим к тому, к главному. Мы приходим к тому, что это часть, в том числе и Анкориджа, и того, чтобы Россия добилась своих целей не военным путем. Какого патриота-то сбили? Говорит, ничего не отдадим, ничего не подпишем. И где ты? В отставке, которую, конечно, сам написал. То есть сценарий запущен для Украины, и в этом сценарии Россия ей демонстрирует, что ты можешь получить, по идее, да, вполне себе нормально, лояльную Украину под нашим контролем, американским. Мы там создадим Совет мира в этом 28-пунктном или 19-пунктовом плане. А этот Совет мира возглавит лично Трамп. Там мышь не пикнет, мы всех приберем, всех там, да, прижмем. Все будут петь под ту-ду-дук. Или, например, будут петь, например, какую-нибудь хрень о том, что русофобию продолжат на словах. А на деле поотменяют законы, вернутся к Конституции, и будет что-то такое гибридное, как при Порошенко, когда с одной стороны жму руку обнимаю, с другой стороны геть від Москвы, прощай немытая Россия. Но, в принципе, все гораздо легче себя чувствовали в плане использования и русского языка, и вообще, ну, вообще, да, и по там, даже с начавшимся гонениями на Украинскую православную церковь, потому что он ПЦУ привез, но ситуация была лучше при Порошенко, чем при Зеленском. Зеленский просто ее подхватил, продолжил, развил и усугубил. И вот некий такой гибрид попытаются продать российской стороне. Получится или нет? Вопрос. Но это заманчиво. Иметь армию, совершенствовать армию и, ну, так сказать, достигать того, чего хочет, чтобы достигла армия, без использования этой армии, то есть не сжигать ее в этих боях. Поэтому здесь такая вот дилемма, на которой мы будем наблюдать и видеть итоги на следующей неделе, когда этот Витков должен прийти с чем-то дельным к Путину, конкретным. Европу отбросили, Украину отбросили, Витков не будет слушать, и Кушнер, Ермака теперь все, да, к ним в Майами вряд ли кто-то поедет. Ну, посмотрим. Может, конечно, и поедут, и послушают. Может, ну, там вообще Дрискал вроде собирался опять в Киев. В общем, может, какая-то ротация произойдет, но, тем не менее, и Украина, и Европа уже не решают на это важное предложение, которое американцы везут в Москву. Вместе с этим абсолютный верх цинизма демонстрирует Кая Каллас. Она говорит, что за 100 лет 19 стран претерпели нападение России, и ни разу никто не напал на Россию за 100 лет.
Представляете, какие познания в истории? Но еще более страшную вещь она сказала для украинцев. Так, безумовно, президент Зеленський має підтримку європейських країн. І для цих переговорів важливо, щоб європейці та європейські лідери справді стояли поруч з українським президентом. Смотрите, но это стандартная их практика, знаете, вот это они любят такое, надо стоять вместе, там плечом к плечу, Зеленский может рассчитывать на нашу поддержку, слова. Но и все так относятся, но они там что-то говорят, эти Каи, эти Калласы, такое черти шо. Но тут что она сказала, я предлагаю задуматься. Тому що, як ви самі сказали, безпека України стосується і європейської безпеки. Це абсолютно очевидно. Я вважаю, що зараз ми повинні розуміти, цей дуже швидкий шлях не є вигідним для України. Очень быстрый путь не выгоден для Украины. Очень быстрый путь остановки войны. Ми справді повинні зосередитися на поступках з російського боку, які безумовно потребують часу. То есть, смотрите, мы, европейцы, что делаем? Мы хотим, чтобы Россия уступала. Россия. Ну, наверное, та Россия, которая бежит с поля боя. Та Россия, у которой СЗЧ 80% уходят из учебок. Та Россия, у которых, наверное, бусификация, где загоняют в бусы, силой бьют, ломают. И вот эта Россия, она должна уступать. Она должна уступить. Но для этого нужно время. Поэтому быстрое окончание войны Украине невыгодно. То есть ты, украинец, сидишь, слушаешь эту эстонку, а тебе говорят, невыгодно прекращение войны. Не, тебе это невыгодно. «О чем мне выгодно?» – спрашивает украинец. «Я буду решать. Я, эстонская Кая Каллас, я решу, что тебе выгодно». Упал, отжался. Вот так они себя ведут. Белые господа так себя ведут. Ну, правда, у многих даже белых господ свое замешательство. Туск говорит, Туск сегодня был в шоке. Значит, Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана, хаос на переговорах по плану Виткофа и политический кризис в Киеве. Катастрофическое сочетание. Фатальная комбинация. Конечно, катастрофа. Туск начал что-то подозревать. Кризис, все. Говорит, ужас. Все понимают, что это вот турбулентность и землетрясение уже и в Европе, и везде. Потому что Орбан хорошо съездил. Ну, там атомная станция, опять-таки, углеводороды. Все нормально у Орбана, все хорошо. Опять про Украину поговорили. Можно разговаривать с европейской страной про Украину. Можно критиковать Орбана. Но Зеленскому, видите, не до того. Зеленский настолько получил удар по бубенцам и должен отхаркивать, ну там, или Ермак зализывать это все, что он даже забыл, что Орбан сегодня, это же в любой нормальной ситуации, это же прецедент, Орбан в Кремле. Представляете? Орбан в Кремле. И никто ничего не реагирует. Вообще. Абсолютно. Кстати, на этом визите в Кремле, ну, здесь у меня нет, я, по-моему, готовил, ну, неважно. Путин говорит, так вполне давайте Будапешт. Вы понимаете, что уже время и к Будапешту пришло. То есть Витков приедет, что-то предложит, и они там будут обсуждать Будапешт. Если все будет хорошо, а судя по всему, все будет хорошо, потому что в Киеве у европейцев плохо, они спокойно себе в Будапеште назначат встречу. И Орбан готов, ему приятно. Друг Трампа, выборы скоро, все отлично. И самое интересное, что они в этом Будапеште уже встретятся с согласованным с украинской стороной, не мытьем, так катанием прогнутой позиции Киева. И придет Трамп, говорит, смотри, у меня от Киева вот это подписано. Говорит, отлично, а у меня вот об этом мы договорились. Все. Без Украины, без шума и пыли. Покричат европейцы. Но бумаги будут на столе.
насколько они будут подписаны остаточно, то есть окончательно, это уже вопросы. Там, судя по всему, есть важный прецедент, и надо будет менять власть или организовывать выборы, и окончательная, собственно, история будет подписана уже новым президентом. Гуляет у меня несколько дней отдельных политологов, какого-то политолога, я не знаю, не видел нигде это мне зрители сбрасывают, прям тайминг, да, что зачем происходит. Пока все укладывается. И Майданы, и какие-то в эту канву, да, и смещение Зеленского через Раду, и временный руководитель, который назначит выборы. Нормальные праздники, нормальные. Там, и потом назначение выборов, выборы, и в конце марта уже, собственно, подписание всего. Это быстрый, динамичный путь, который соответствует динамике Трампа. Очень интересный слив с конкретными промежутками, диапазонами дат. Похоже, он сбывается. Ну, а понятно, что провели выборы, будет перемирие. Ну и, соответственно, как будет вести себя новое правительство. Внимание, не так, как Зеленский. Новый руководитель временно исполняет. Не так. Не будет преемственности, потому что все хотят избраться. Потому что эту всю историю с увольнением Ермака отдельные колумнисты, отдельные журналисты говорят, надо избавляться от Ермака, если ты хочешь переизбраться. Зеленский все еще верит, что он переизберется, но тщетно. Ну и параллельным курсом, конечно, идет адская атака пропагандистская внутри страны в любых мирных инициатив, которые могут быть подписаны. Или к которым ведут, чтобы їх підписали. Що ті, хто очікують, що Зеленський приїде і погодиться на будь-які умови, мають розуміти, що як тільки він це зробить, скажуть, я привіз вам мир. Військові, які знаходяться зараз на полі бою, розвернуться і підуть по домах. Да ладно. Да, развернуться. А куда? По домам уйдут. Зеленский все подпишет, скажет, вот, я все подписал. Говорит, фью, ты такое подписал, пошли домой. Бери шинель, пошли домой. І всі, хто сподіваються, будуть своїми власними родинами, майном, унітазами зустрічати русських освободителів. Вони мають розуміти, що подобна дія – це не просто загроза колись. Це абсолютна демотивація військових. І виникне питання, якщо мій президент здав мою землю, за яку гинули мої побратими, а я жертвую своїм життям, на чорта я сижу в цьому окопі. До побачення, СЗЧ. А от підуть... Ой, как это СЗЧ там этого мастодонта. Это же этот журналист, как его, Куликов, по-моему, или Кулик. Короче, это же он вел дебаты, помните? Там где-то на колени падали, Порошенко, Зеленский, вот это он, там одна сцена, другая сцена, а он как ведущий дебатов, на стадион так стадион, помните? И вот он вцепился за это СЗЧ. Ну, та, конечно, так уж, на эмоции не дала ничего внятного сказать. Всі ті черешеньки, які сподіваються на те, що, Боже, він принесе нам мир і все хорошо. Ні, ви зустрінете в Києві через 3 години, як обіцяв вам Дональд Трамп, російські танки. Поняли? Русские, если Зеленский подпишет, через 3 часа русские танки в Киеве. Вообще, конечно, откопали вот эту историю, там русские танки в Киеве, так прям удивительно, да? Прям удивительно. Так а зачем? А нет в целях и задачах Путина русских танков в Киеве. Есть другая задача, чтобы Киев, собственно, вел себя по-другому. И, судя по всему, власть будут менять. Ну, а по поводу Европы, конечно, это отдельный цирк. Вроде как во Францию едет Зеленский, ну и во Францию опрос провели. Там же как накачивают. И Зеленский сегодня в вечернем обращении, я же делал акцент, помните? Говорит, мы боремся за мир в Европе. Да что там в Европе? Как минимум в Европе. За мир во всем мире борется Зеленский. Так вот, большинство опрошенных французов не верят в нападение России в ближайшие годы на их страну. 67%. А вот ожидают нападения на какого-то члена НАТО 62%. Также 75% считают, что Россия может проводить против Франции гибридные атаки, там, диверсии, кибератаки и так далее. 44% французов согласны с главой Генштаба, что если наша страна пошатнется из-за неготовности смириться с потерей своих детей из-за экономических потерь, вызванных паритетом оборонного производства, мы окажемся в опасности.
Короче, их тоже крутят по-своему. Тоже впаривают соцопросы, тоже пытаются рассказать, что Россия угроза. Ну да, они точно в ближайшие годы на кого-то из НАТО нападет, но не на французов. На французов не нападут. Никто не хочет жить в мире. Никто. И, знаете, так как-то удивительно работает вот эта пропаганда. Сегодня, опять-таки, мы не знаем. Это страшная военная тайна, какая именно. Но говорят, и уже все написали, что это ракета «Сармат» сегодня возле Оренбурга потерпела крушение на своем испытании. Значит, вот произошел этот запуск. И, в общем, она упала, не долетела и взорвалась. Все, конечно, в шоке, потому что поднялся гриб, похожий на ядерный. Ракета «Сармат» имеет возможность нести ядерную боеголовку. Дым вы видите какой формы. Сняли это несколько сразу людей с разного расстояния. Вот еще одни кадры. Люди, конечно, матерятся. Но тут видно по траектории ракеты. Видите, она сразу сбилась, потеряла, в общем, курс. Как бы чмыхнула вот эта фиолетовая история. И это с другой стороны, в общем-то, потерпела крушение. Потерпела крушение, и, в общем, все говорят, вот, беда какая-то, какой-то едкий дым. Едкий дым, опять этот гриб, все ядерный. Нет, просто взрыв большой был за счет большого количества топлива ракетного. Но мы, в принципе, не знаем, что это был. Сармат, не Сармат. Говорят, Сармат. И, мол, смотрите, у них Сарматы как-то не взлетают, то в шахте взорвалась, то вот сейчас вот еще какая-то при запуске. В общем, беда какая-то с Сарматами. Вот, кстати, этот фиолетовый дым, который всех там напугал, или попытались как-то вот всем разогнать, что что-то такое тяжелое случилось. Даже закрасили, как это модно, вот эти местности. Хотя, в принципе, какая разница, какая местность. Проблема в чем? Проблема в том, что опять люди не хотят думать. Предположим, это Сармат. Там разделяются боевые головки, идет противо-ПВО, бешеная скорость, огромные температуры. Она светится, как новогодняя елка, потому что огромная скорость, нагревается корпус, и видно, в принципе, на радарах. Но система ПВО не может шибко его хорошо сбить, потому что их много, они там, да, эти боевые части. Мощность, конечно, лютая. Вот что делают украинские паблики? Они с этого ржут. Им смешно. А люди, думающие, им не смешно. Если они берут эту ракету и активно пытают эту или какую-то другую, опять, мы не знаем, Сармат ли это, и прям пробуют, это означает, что не они там какие-то кривые и косые, а это означает, что идет реальная доработка. Это означает, что эти ракеты для чего нужны? Для того, чтобы увереннее стоял Путин в том же Бишкеке, или, например, что очень интересно, в условиях изоляции, репараций в Индии 4-5 числа изолированный, брошенный, никому не нужный, полностью маргинальный хозяин Кремля, который вообще в холодильнике, он едет в Индию. А сегодня в подготовку к этому визиту, через неделю получается, правительство Российской Федерации вносит в Государственную Думу договор о том, что, внимание, это очень важно, военные России и военные Индии могут находиться в странах друг друга, разрешено, без ограничений, в общем, договор, это не военный договор, такой, как там с Китаем, с Ираном, но это тоже очень примечательная история. То есть Индия, которая как бы должна же на шарике Economist стоять возле Трампа, да, она вот такие шаги делает. А вот эти ракеты, которые не взорвались, это означает, что будет ракета, которая долетит и взорвется так, что весь мир в труху. Вот правда. Это очень опасная история. И то, что они это делают, это означает, у них есть силы, ресурсы, деньги. Да, там что-то не получается. Но они активно пытаются это наработать, чтобы она стояла на боевом дежурстве и выполняла свои функции.
Они тестируют реально, в реальной обстановке. И атмосфера в мире от этого тяжелейшая, очень тяжелая. И те, кто радуются, что там что-то у кого-то взорвалось, потому что если бы не взорвалось, об этом не написали. А если об этом не написали, этого как бы нет. А это есть. И противостояние на международном уровне очень тяжелое. Возможно. Если не решить вопрос, в том числе, полюбовно. Как его пытаются американцы решить в Украине и с Украиной. Ну а внутри продолжение как бы марлезонского балета. Пропаганда и ТЦК. ТЦК и пропаганда. Попал даже бывший футболист, футболист «Динамо», Денис Гармаш. Да, Гармаш. Поиграл он и в Луганске, поиграл он и за «Динамо Киев». Вот Денис, так сказать, рассказал, точнее, как бы паблики рассказали, о его встрече с ТЦК. Его, у нас там, на Донбассе называют это мастерка. Его кофта, его там, да, как бы порвана, с порванным карманом. С применением силы его остановили, препроводили в бус и, так сказать, как бы крутили, окучивали. Что хотели? Мобилизовать. Но мобилизовать ли? Как утверждают разные паблики, ему предлагали откупиться $25 тысяч. Тут возмутился, сказал, что это, не буду ничего платить. Он и на футбольном поле такой был, когда играл там в Вышке и в Еврокубках, в смысле такой горделивый перец. Говорит, нет, а что это я должен-то платить? Не буду ничего платить, вы что? Его взяли и мобилизовали. То есть его брали не потому, что он там хотели его, или там долг, все, его хотели бабла с него состричь. Бабло у него есть, он наиграл, назаработал, нафутболял, так сказать. Но не получилось. И он как бы по состоянию на сейчас, на сегодня мобилизован. Как дальше будет с ним, собственно, судьба распорядиться? Будет он в каком-то специальном подразделении проходить службу или не будет проходить службу, или там болезнь какая-нибудь нарисуется, а что нет? Ермак же болен, и Гармаш тоже может быть болен, почему нет? В общем, как-то решит вопрос или нет, непонятно, но озвучивалась цифра $25 тысяч. Киевский городской ТЦК вышел с опровержениями. Говорит, в сети манипуляция. Как бы задержали и силу. В общем, экс-футболист «Динамо Киев» отмечается, что у него деньги еще требовали, взятку. Значит, для того, чтобы не распространять искривленную информацию, сообщаем. Национальной полицией в Печерский ТЦК города Киева доставили футболиста Дениса Гармаша для того, чтобы данные уточнить. Бронирования, отсрочки у него не было. После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений ВСУ. Никаких жалоб о неправомерных действиях не было. И дальше призываем, в общем, если хотите, вот вам горячая линия, обращайтесь, мы открыты. Так а с кофтой что? С мастеркой? Что? Оторвался. Он так хотел, так рвался. Это, знаете, у него же как, он же стоит, наверное, там нет, там с левой стороны. В общем, поздороваться, может, хотел, забыл, что рука в кармане, и вырвал. Так хотел поздороваться с рекрутерами и вырвал себе карман. Вообще никто ничего не... И денег никаких с него не требовали. Сразу раз тебе рекрутер, все, ВСУ, вперед из песней. Но это Гармаш. Рекрутер, это означает, что его там где-то нормально обучат, там какую-то специальность. Посмотрим, как это. Еще не вечер. Мы не знаем, что будет с этим футболистом, экс-футболистом «Динамо Киев». А Полтава, например, не Киев. И просто ее разрывает от того, что сотрудники ТЦК задержали в городе очень известного врача. Это Сергей Мартынов, он на экране. Он один после смерти жены воспитывает дочь. Он страдает сам от артериального давления.
Его задержали в центре города, когда он шел на работу, в больницу, врач. И 3 суток держали в распредцентре, ну, наверное, с рекрутерами. Или, как это, ВЛК проходить, очень культурно и вежливо, с бодикамерами, которые Лубенец говорит, вообще не помогли. Представляете? Деньги дали, отмыли, снарядили, они их засунули в трусы себе, эти бодикамеры, и дальше лютуют. Одесса. Автомойка. Все, запаковали. Запаковали человечка. Ну и заодно проверяют всех остальных. Вон, смотрите. Тут машинка моется, а тут денежки или план намывается. План мобилизации, план людоловства. Ну так. Везде. Везде и всюду. Этих ситуаций все больше, больше и больше. Конечно, все обсуждают отставку Ермака. Конечно, всем интересно, а что ж там мирный план? Он на улицах в Украине, этот мирный план. План, который выполняют людоловы Зеленского. Пока страна разбита, пока света нет, пока летят дроны, ракеты, пока уничтожаются, ну, все уничтожается в стране, вот это вот все происходит. Но, подожди, что это тебя вообще надо ловить? Нельзя быть в стороне. Нельзя быть в стороне. Не може бути такого зараз, що людина не дотична до війни. Це злочин. На мою думку, бути зараз осторонь війни, це буде зрадником, і це злочин. Поняли? Если ты пытаешься абстрагироваться, не касаться войны, ну, у тебя какая-то работа, ты на рынке ножи точишь, или, например, не знаю, там, торгуешь, или там подметаешь двор, или там гайки крутишь, и говоришь, война это не про меня, меня это не касается. Ты преступник, ты должен, чтобы касалось, все должны, чтобы касалось. Мені здається, взагалі за це треба саджати людей. Ну, тобто... Садить тебя надо. Ты как-то относишься к войне? Ні. В тюрму йди. Якщо ти живеш своє прекрасне життя, то ти його живеш, тому що хтось віддав за тебе це життя, своє життя. А ти живеш його прекрасне своє життя. Ну, тобто... Мне кажется, это у них у всех прекрасное життя, понимаете? Они там ходят, слыгались с этими командирами, куча ж этих историй было. Любят там друг друга, и родину тоже, да, не по уставу. Те их не отправляют никуда. Редко, конечно, бывает, но и такие там девчули попадают под обстрелы. Но тем не менее, они там подальше от фронта, все такие патриотические, все такие готовые ко всему. Потому что тот, кто реально на передке, тот, кто реально это все прошел, никогда не придет в голову сформулировать: ты живешь свою прекрасную жизнь. Это какую прекрасную жизнь? С идиотами у власти, с ТЦКшниками-людоловами, с ценами, которые взлетают, с отключением света, с подвалами, с там, детьми, которых надо в детский сад, в школу, генераторы есть или нет, с пенсионерами прекрасную жизнь. Вот это прекрасная жизнь? Прекрасная жизнь. Их надо садить. Садить. Зараз бути осторонь – злочин. Тільки працювати на військо, на перемогу, якщо цивільна особа, донатити. Вибачте, ну я віддаю 70% свого доходу на донати. На донаты. 70% своего отдаю на донаты. И ты так должен. Сегодня Путин подписал закон. Ну, я хоть и иноагент, меня это не касается, потому что, ну, вы понимаете, там, как бы России я не касаюсь никаким образом. Что каждый иноагент
должен платить 30% от своих любых доходов. Короче, ставка единая, в общем, 30%. Например, иноагент что-то зарабатывает, да? Ну, много же есть иноагентов, которые в России там что-то делают, даже книжки продают, их, правда, обклеивают, что они там иноагентские, и там везде там запрещают что-то какие-то... Ну, но если ты зарабатываешь деньги, да, например, или там депозит у тебя в банке, и ты там российский гражданин, в России находишься, иноагент, ты должен 30% отдать, треть, получается, треть того, что ты зарабатываешь. И это, ну, вой же там, как 30%, так это вы что, как это до хрена, то есть, ну, это ж ужас. Вот это, говорит, 70. 70. То есть, Путин наказывает своих плохих 30, а это, говорит, не касаешься войны, никак не участвуешь, 70% нет в тюрьму. Это же прямо свидетельствует о ее, о ее развитии и о том, что она хочет вообще миру нести. Правда, тут опять хочется Марченко вспомнить. Генерала Марченко. На передовой не понимают, за какой хер мы воюем. Військові, у них одна реакція, за який хер ми воюємо. Просто от кому я не позвоню, з ким я не спілкуюсь, бляха, мука, за який хер ми тут побратимів втрачаємо, за який хер у нас куча зараз побитих, поранених без... Значит, ты должен платить 70%, как вот эта девчуля, типа военнослужащая. А в это время Миндич должен красть и складывать на флешку биткоины и красть энергоатом. И опять-таки непонятно, что там по оборонке. Если подтвердятся вот эти данные, что там 48 миллиардов, 50 миллиардов, ну в целом, то это же... А ты должен платить, ты плати 70% в тылу, а ты помирай. И вот он созванивается со своими побратимами, да, с военными. Говорит, а за какой хер помирать? Друг без ніг, безконечності людей. За який хер? Щоб ви набивали собі, я не знаю, сумки цим баблом? Та нахіра воно надо вам? Ви ж його на той світ не заберете. Скільки треба людині поїсти, пожити, на чомусь поїздити? Куди ви його гребете? І ще в такий тяжкий час, коли у нас країна заливається кров'ю, коли вже всі просто, ми вже всі устали від цієї війни, але ми тянемо своїм хребтом якось витягуємо, щоб зберегти нашу державу і просто брати і красти. Просто брать и красть. Понимаете? Брать и красть. А ты донать, а ты воюй. Все должны быть, все должны быть. Ветераны без рук ни ног, говорит Марченко. Какой-то он отсталый. Ну, сразу видно. Во-первых, по национальности украинец. Ну, по нему видно, мужик, украинец. Во-вторых, видно, что генерал, старая школа у него советская, понятно. Ну, какой-то неправильный. И в отставке еще. Что-то он, когда служил, такого не говорил. Но сейчас-то может себе позволить, да? Ветераны. Ветераны без рук, без ног – это вообще будущая элита Украины. Стычки. А ветераны зі зброєю. То есть надо обществу вообще как бы немножко понять. Ветераны – это… Вот поссорился ты с ветераном, а у него ж отбитая башка и пистолет. Стычки можуть бути. Ветерани зі зламаною психікою. І це не їх проблема, що в них зламана психіка. Тому суспільству треба адаптуватися, щоб приймати цих людей. Бо, по-перше, це буде дуже велика кількість людей, а по-друге, це буде фактично це нова еліта України. От так вона зараз буде виглядати. Смотрите. Это, конечно, страна какого-то, я не знаю, там... Оруэлл это отдыхает, он курит в сторонке. Значит, очень много будет этих людей с оружием, поломанной психикой, которые будут называть себя элитой. То есть много... Элита вообще... Элита это как бы... Это есть элитарная, то есть это там... В путь в элиту надо заслужить. Это, наоборот, немногие. Ну, то есть небольшое... А тут будет большое количество, и все они элита з поломаною психікою і пістолетами. Ветерани – це нова еліта України буде. І суспільство має до цього прийти. Поняли? Обязательно к этому придет Україна. Бо це ті люди, які готові були пожертвувати найціннішим, що є в людини. Своїм життям. Смотрите, то есть
Значит, ты был готов пожертвовать своей жизнью, но ты выжил. Теперь у тебя есть ружье и поломанная психика, и ты живой, и ты элита. И вы должны к этому все привыкнуть. Вони готові були залишити сім'ю, домівки, нажитки якісь свої матеріальні, і піти в це болото, в ці окопи. І я не розумію. От я як ветеран, я стикаюся з цим вже зараз. Типу, Ми тебе туди не посилали. Та блін, якби я туди не пішов, зараз би ти так не казав. Он уже сталкивается с тем, что мы тебя туда не посылали. Но если б я туда не пошел, ты бы сейчас так не говорил. Если и правда свершится страшный сон вот этих патриотов, украинские солдаты плюнут и бросят все и скажут: да пошли вы со своими миндичами, золотыми горшками. Шутки же гуляют по интернету. Возле гуляй-поля надо было не зубы дракона ставить, а вот эти золотые унитазы. Они бы надольше задержали российскую армию. Россияне бы увидели бы эти редуты золотых унитазов, похватали бы, потащили к себе, там распилили по кусочку, где-то переплавили и нормально там семьи подогрели, надолго бы там. Еще ссорились бы между собой, да, делили бы этот золотой унитаз конкретный. А в это время хоть было бы время или договориться, или смыться. Но на самом деле это же клиника и то, что будет после войны. Но у нас же как, понимаете? Это же карма. Я помню, как в начале войны все вот это раскручивали, эту историю, стиралки, унитазы воруют, помните? Как эти унитазы сделали бумеранг и ударили конкретно по украинцам? Я помню, как они вот эти неотесанные, не пойми кто там, буряты из глубинки, никогда не видели там в Буче каких-то хоромов, и их там разграбили, там гадили по-большому на постель, украли какую-то ерунду, а дорогущую картину там какого-то художника за $1 миллион не украли, ха-ха-ха, какие они недалекие. Так а Украина сейчас вот обернулось это колесо, как выглядит? Может, не надо было тогда вот это ржать над этими унитазами и всем остальным? А сейчас эти унитазы, боком вылазят. Вот вам, пожалуйста, унитазная пропаганда от Корчинского о россиянах. Это же четкое зеркало того, когда на российских просторах говорят, что украинцы — это русские. Просто не такие. Или, например, там, если взять украинца, поскоблить, он русским окажется. А мы переиначили. Для кого? Для вот этих потребителей, этих всех мемов, шуток и этого ужаса про там бурятов, про русские, про унитазы, про вот это, то, що вони ворують, там, стиралки. Якщо ми пошкребемо кожного росіянина, виявиться, що у нього бабуся з Гудаути, а мати з Конотопа. Тобто всі росіяни це натовп людей, які забули свою справжню національність. І я думаю, що ці зусилля завжди були продуктивні в Москві. Тобто вони русифікували, і це завжди було продуктивно. Значит, русские — это те, кто забыли свою настоящую национальность. Это жертвы русификации. Ванька, тебя русифицировали. Тебя русифицировали. Степка, ты под колпаком. На самом деле ты Штефан. Штефан. Ванька, ты Вано. Петька, ты Питер. Питер. Не Петька. Или просто Пит. Пит. Понимаете? То там же величезна кількість колишніх українців, величезна кількість колишніх вірмен, колишніх татарів, колишніх представників угорофінських народів, які зараз щиро вважають себе росіянами. Или так. То есть, понимаете, они зря себя считают русскими, они не русские. Они не русские, они вообще помесь. Так же очень круто говорить. А нас кто скажет? А вот интересно, вот эта женщина, которая порвала интернет вчера,
Вот это. Вот она кто? Значит, в Днепре бабушка, ну, она, видите, бабушка со стрелочками на краю, ухаживает за собой, модненькая, несмотря на то, что в возрасте. Ну, молодец, молодец. Кто-то считает это смешным, но человек пытается реализовывать, ну, и там себя. Значит, бабушка пришла в отделение, по-моему, Укрпочты. Короче, она пришла 1000 Зеленского получать. Но все опешили. В смысле паспорт России? В смысле? Как это? Бабушка в Днепре с паспортом Российской Федерации пришла? Вы что? Короче, беда. Вот если ее поскрести, ну я не имею в виду сейчас вот эти стрелки нарисованные в 3 ряда, а ее, ну ее поскребли. Оказалось, у нее просто обложка старая от российского паспорта. А там книжечка-то украинская. Расследование проводил лично директор Укрпочты Смелянский. Поскреби бабульку-то. Она кто? Армянка, угрофинский народ. Идиоты. Просто идиоты. Друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Спасибо вам большое за поддержку. Вопросов нет. Согласен от души, Александр. Благодарю. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за эфир. Спасибо и вам за то, что смотрите, за то, что поддерживаете. Ваша поддержка очень важна. Всем благодарю. Кому там и за суперстики, и за супер чаты. Очень благодарен всем. Итоги опроса. Увольнение Ермака в сложившейся ситуации. Это 12% считается, что для Зеленского спасение. 24% сигнал о капитуляции Украины. 31% тяжелый нокдаун власти Зеленского. И 33% это шоу, отвлекающее внимание от фронта. На фронте действительно вполне вероятно могут быть ключевые события, чтобы так ошибались, ну, так палились на фейках и в оперативном командовании Юг, это, конечно, нечто. Да, тут пишут спасибо, спасибо, было круто, спасибо за эфир, да, благодарю и вас. Но мы не прощаемся, есть еще рубрика, да, спасибо, 17 тысяч голосов получили, есть еще рубрика «Колобок, куда мы катимся». Значит, несколько сообщений на предложку, а потом с чатом пообщаемся обязательно, ну, какое-то время, чтобы не сильно долго, понимаю, пятница, хоть и такая достаточно бурная, но тем не менее пятница. Значит, в рубрике «Колобок, куда мы катимся» я хотел бы обратить внимание, вот это же женщина, ну, бабушка, да, со стрелками. Ну, молодец, ухаживает за собой, так хорошенько выглядит. Она же что? Она, в общем, эта бабушка, она 1000, да, Зеленского получала. Вот есть сообщение от пользовательницы по имени Татьяна. Она пишет в рубрику «Колобок, куда мы катимся» вот такое послание. Я тоже очень прошу, ну, все-таки люди пишут, стараются. Уделите тоже в комментариях, в записи вы будете смотреть, или в прямом эфире, или в чате, тоже этим историям какое-то время. Значит, поделиться своими эмоциями, может, вы поделитесь с шумом. Вчера я пыталась расплатиться в аптеке Вовиной 1000. Все транзакции в аптеке были мне отказаны. Была необходимость приобрести импортный лекарственный препарат. Не вышло. Я озвучила перечень из отечественных препаратов. О чудо! Тоже не вышло. У меня начал дергаться глаз. Я вышла с аптеки ни с чем. Я решила выдохнуть, фармацевт пыталась объяснить, что есть определенный перечень препаратов, которые я могу купить на эту 1000. Ну, типа дешевых капель в нос. Я решила, что сейчас смогу на эту 1000 скупиться все-таки в продовольственном магазине. Взяла опять эту там свою 1000, эту Вовину, пошла, выложила продукты на кассе. Притом среди продуктов не было спиртного, сигарет, обычный набор: хлеб, колбаса, семечки для темного вечера. Темного вечера, да. Тоже транзакция отклонена, пишет пользовательница. Я вышла с магазином с вопросом: это уже перемога или зрада?
но явно не ту страну назвали Гондурасом. Добра и света вам. Татьяна, спасибо вам за эту историю, очень благодарен, что поделились. Это действительно какое-то позорище. Вот вы там написали в теме сообщения, что это днище зеленое. Это правда. Это днище зеленое. Есть лайфхак, им уже делятся активно люди в соцсетях, в тиктоках, там, в разных рилсах, в разных... Короче, идете на Укрпочту к Смелянскому, вот как эта бабушка в Днепре, а там в Укрпочте в отделениях, но опять-таки они сейчас работают через пень-колоду, там посокращались сроки в отдельных отделениях, некоторые очень плохо работают, особенно по селам или где-то в маленьких городах. Короче, там есть возможность купить тушенку, всякие сладости, ну, короче, минимальный набор, но продукты есть. И вот в Укрпочте работает. Поэтому сходите в Укрпочту, чтобы потратить эту дареную, хваленую Вовину 1000. Дальше. Пользователь пишет. Постоянно слежу за вашими эфирами. Интересно слушать разных гостей. В череде последних событий у меня, не знаю, только ли у меня, складывается впечатление, что Украину просто разрывают со всех сторон. В связи с этим есть вопрос. Может быть такое, что США, Европа и Россия договорились между собой, а Зеленский как объект для всех, который приводит все в действие. То есть каждый получает выгоду. Россия – территория, ресурсы, по сути, США в договорняке, Европа – дешевые рабочие руки для улучшения жизни своих граждан, ну и, соответственно, в доле какой-нибудь по ресурсам с Россией и США, ну и так далее. А так, по сути, в США внутренняя политика, возможно, чем-то отличается, но внешняя политика одна и та же, что у демократов, что у республиканцев. И это все. Пошлины Трампа, озабоченность Британии, Европы, какой-то типа мирный план, просто цирк для всего мира и особенно украинцев. Не хочу полностью раскрывать мысли, но это будет много писанины. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Заранее спасибо. С уважением, Павел. Павел, спасибо большое за этот ваш вопрос, ваше воззвание в колобок, куда мы катимся. Ой. Что вам сказать? Здесь, конечно, приобретается вот это магическое мышление, что это все сговор, договорняк. Нет, они просто идиоты. Ну, в Европе. Нет, это просто разные кланы, разные подходы. Но с точки зрения украинца, опять-таки, с точки зрения народа, эта мысль вполне себе заслуживает права на существование. С точки зрения обычных граждан. Потому что над ними, издеваются, уничтожают, и они заслуживают на эту мысль. Как приговоренный смертник заслуживает думать о том, что его, приговоренный по ошибке смертник, да, или там, и не по ошибке, думает о геополитиках, о мировом правительстве, о рептилоидах, каких-то этих вещах. И потому что уже не надеется на помилование. Мы, народ, все-таки не смертники, я надеюсь на это. И что-то еще можем сказать друг другу и вот этим слугам рептилоидов. Поэтому давайте говорить. В вашей конфигурации все возможно, но там США играет на два фронта. Одно США как бы за Европу, глобалисты, вот эти все, другое против Трампа. Другое США — это Трамп, администрация текущая Трампа, которая, да, действительно, им лучше договориться с Россией. Но ситуативно могут и те, и с другими договориться. Все постоянно в каком-то смешении. Я уверен, что договорняк есть, договорняк большой. Если в глобальном смысле, то да. И украинцев в глобальном смысле никто не интересует. Их судьба. Так, здравствуйте, меня зовут Мария, я ваша частая слушательница на Ютубе. Украинские блогеры в первую очередь сосредоточены на украинской политике, мобилизации, войне. Мне бы хотелось привлечь внимание к случаю правосудия в России, где уголовное дело стало прямым следствием этой войны. 27 ноября в Ростове оглашен приговор в отношении 8 человек. Это 6 предпринимателей, херсонский фермер и еще один дальнобойщик. Их признали причастными к теракту на Крымском мосту, к той самой операции ВСУ, когда грузовик подорвали на мосту в октябре 22-го. Суд был 27 ноября.
Им всем назначили пожизненное лишение свободы, хотя на деле, очевидно, все эти люди просто были использованы украинскими спецслужбами. Один занимался грузоперевозками, другой сдавал в аренду склады. Для них это все была обычная работа. После взрыва они сами стали сотрудничать со спецслужбами, ездили давать показания в Крым, никуда из России не уезжали. Пожалуйста, расскажите об этом в шуме. Возможно, эта история окажется невероятно несправедливой и жестокой, а еще она может стать предупреждением и прояснением для украинцев на оккупированных территориях, чтобы они тоже понимали, как все работает и за что их, среди прочего, могут посадить. Эти 8 осужденных – обычные мужчины, которые пытались заработать на хлеб для своих семей, у них дети, жены. Это те самые люди, которые не особо интересовались политикой, просто доверяли государству и даже предположить не могли, чем это все для них закончится. Значит, оппозиционеры освещали дело, медиазона освещала, значит, издание пишет, ну, понятно, я знаю, что за медиазона, да, значит, в целом СМИ не освещали это дело, в основном, да, кроме оппозиционных, проходило в суде в закрытом режиме. Еще одна причина, по которой осужденные после приговора требовали рассказать о деле общественности. Чем больше людей это увидит, тем услышит об этом, больше шансов, что хотя бы на этапе апелляции этим людям заменят пожизненно хотя бы 25 лет. Это огромный срок, но это окончание хотя бы можно дожить. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Почаще проводите шум. Спасибо большое, Мария. Ну, смотрите, это же принципиальный момент. За Крымский мост принципиально кого-то наказать. Вот они и наказывают. Смотрите, я не могу вам сказать, там, правы, неправы российские суды, что дают такие приговоры. Я не имею никакого отношения к российским судам и к России тоже. У меня нет паспорта России, я не гражданин, и никогда не был. И в России был один раз, и то перешел через я рассказал эту историю, перешел через железную дорогу в Меловом и вернулся обратно. Смотрите, но это предупреждение быть еще куда более бдительным. Я представляю, какое горе у этих людей из Херсонской области, которые ничего не знали. Потому что, когда нам говорят филигранная спецоперация, проведенная спецслужбами, я сейчас там не беру СБУ. СБУ плевать на этих людей. Любой другой спецслужбе плевать на этих людей. Российским спецслужбам плевать на людей вообще. Они просто берут и используют этих людей в своих целях. А люди, вот эти, которые использованы, потому что так получилось, что их использовали, становятся, ну, вот такими мешками для битья. Битья закона. Им дают и впаивают пожизненное, чтоб неповадно было. Даже если они не виноваты, чтоб никому не повадно было. Да, возможно, они не виноваты. Возможно, ничего не знали, эти директоры предприятий, там, эти грузовики и так далее. Возможно. Но это так нужно в воюющей империи, в большом государстве, как Российская Федерация. Чтоб другим неповадно было. Чтоб осмотрительнее грузы принимали. Чтоб, в общем, не попадаться. Это превентивная история. И, к сожалению, эти жернова перекрутили этих людей. Ну, бывших украинцев, бывших там соотечественников, которые там работали с Россией, с этим Крымским мостом, с этим подрывом в 22 году, который, по сути, ни к чему не привел. Уже все отремонтировали уже, а вот только раз и приговоры влупили. Может быть, когда война закончится, пересмотрят эти дела и, конечно, как-то смягчат эти сроки. Но пока такой жестокости и силы война, смягчения не будет. Не будет. Украина тоже сажает
19-летних девочек за то, что с крестной по телефону поговорили на оккупированной территории. Страшные тайны могла выдать, представляете, расположение войск там и так далее. Это все дурацкие тяжелые перегибы войны. Это поломанные судьбы. Но судьбы поломанные у тех людей, которые там, например, в Крыму или в Белгороде, или в Харькове, или в Днепре, получают ни с того ни с сего, засыпая у себя вечером дома, дрон в окно. Тоже поломанная судьба. Без крова. Поэтому это надо все заканчивать. Чтобы не было поводов вот так применять закон или так, ну, такие ситуации, чтобы получались. Сложная история, но я не разбирался досконально в ней, виноваты, не виноваты, тем более все в закрытом режиме. Но это вот так реагирует власть. Вы попросили озвучить, напишите в комментариях, как вы считаете, насколько это гуманно со стороны самого гуманного российского суда в Ростове-на-Дону. Спасибо. Вопрос. В самом начале войны, 30 ноября 2022 года, Оксана пишет, Урсула фон дер Ляйен заявила о потерях украинской армии 100 тысяч, потом извинилась, через 2 года 43 тысячи. Каковы реальные цифры, и кто должен сказать об этих цифрах украинцев, чтобы они поверили? Смотрите, Оксана, цифры о потерях не скажут еще достаточно долго. Достаточно долго не скажут. Будут, в зависимости, кстати, от того, кто победит, мне кажется, мое личное мнение, будут этими цифрами манипулировать или как-то, в общем, соотносить победу победителей. То есть будут какой-то перегиб в одну из сторон. Точно. Мы понимаем, в какую сторону. То есть Россия будет, ее цифры будут верифицирование. Они это делают и с помощью передачи тел, они это делают и по другим каналам. В принципе, о каких потерях 43 тысячи вы говорите, если очередной раз Лычаковское кладбище во Львове прибавило 1,5 гектара. Официально выделили землю, потому что не помещались. Не помещались солдаты на кладбище. О каких 43 тысячах идет? Это только во Львове, а в других городах, на другой территории. Это такая история. Но очень села в лужу вот эта гениальная Свириденко, которую прочат, что она будет якобы, да, якобы будет, непонятно будет или нет, заменителем Ермака. Ей что, собственно, говорят? Свириденко. Значит, она говорит, 5-6 миллионов в Украине ожидается вот этих людей, которые ветераны, элита с оружием и поломанной психикой. Значит, получается, что 5-6 миллионов всего сейчас, я надеюсь, живых, не мертвых душ, меньше миллиона. Это получается, потери, там вот эти 43 тысячи, 100 тысяч, что называть, неважно. Плюс там те, которые выбиты. Но получается, что в семье одного ветерана после войны должно быть 5 человек. А где вы такие семьи в Украине видели в последнее время? Семьи. Юридически семьи это, муж, жена, дети. То есть мать-отец не считается семьей. Да? То есть мать-отец за неимением других родственников считается и будет получать какие-то выплаты. В общем, вы поняли. То есть нет таких больших семей. То есть она явно прогнозирует большую сумму выплат и большое количество людей, которым будут эти выплаты даваться. Понимаете? То есть вот тут такая проблема. Значит, давайте сейчас с чатом пообщаемся, но перед этим по новостям, значит, опять, в общем, из Оленьи взлетели Ту-95, ракеты ожидают к 5 утра, в Казани были взрывы и пропал свет. Понятно, тут Костенко страдает, что выехали эти 121 тысяча будущих призывников в возрасте 18-22 года. Полетели дроны, даже в Молдову залетели.
Ну, Трамп опять троллит про авторучку. Залужный СМС-ку получил, что до 7 утра не нужно покидать укрытий. Ну, в общем, понятно, все пиарятся. В общем, такие новости, это из ленты последнего часа. Вообще ситуация тяжелейшая, потому что обстрелы продолжаются, света все меньше. И, ну, простите, пожалуйста, но как бы пора сказать народу Украины, Зеленскому, хватит своей потужности. Мы не будем разводить срач, ты спокойно бери, подписывай, чтобы это все закончилось. Но только это единственный выход, что он спокойно, может быть, унесет живым ноги от народа. Потому что народ ему все припомнит. Шелест, добрый вечер. 2 вопроса. Как думаешь, какие территории отойдут к России? Второй вопрос, уедет ли Али-Баба за границу? Я думаю, что если он уедет за границу, это будет означать только одно. Зеленский сразу тоже быстро, ну, относительно быстро, через какое-то время, там, месяц, там, полтора, тоже будет вострить лыжи за границу. Опять-таки, отъезд Ермака за границу будет означать именно это. Именно смену конкретной власти. Передачи ее на парламент или кому-то еще до проведения выборов. Потому что если он уедет за границу, причем, смотрите, здесь не важно, получит он подозрение или не получит. У него были обыски, он изначально фигурант. Если он уезжает из страны, он усложняет свое дальнейшее участие. Ему репутационно нельзя уезжать за границу. Он подставляет уже здесь даже не свою репутацию. Смотрите, а Ермака очень многие скоро будут вытирать ноги. Посмотрите. Даже те, кто лизоблюды, даже те, кому он давал деньги, чтобы славили его самого, будут скоро вытирать ноги. Это нормальная практика. Вот, мне кажется, 100%. Но если он уедет за границу, то это сигнал, что Зеленского очень сильно допекли. И он будет готовить плацдарм эвакуации для самого Зеленского. Ну, потому что они же близки с Ермаком. Саша, привет. Привет. Саша, для чего ты живешь? Чтобы быть... Я живу для того, чтобы жить, для того, чтобы семья и дети были счастливы. И для того, чтобы... Ну, это такой, конечно, пафосный, не люблю такой. Для того, чтобы работать, заниматься своим делом. Так получилось, что вот мое дело это вот журналистика, это обзирание, обозревание. И вот как бы занимаюсь. Поэтому тоже часть жизни. А так, конечно, для семьи, для своих родных и близких. Тут в какой сфере? Вообще у нас у каждого свой какой-то путь. Иногда тяжелый, иногда не очень. Даже говорят, что смерти, даже в войну, они не случайные, тоже где-то предначертаны. Я не фаталист. Я думаю, что согласен с утверждением, кому суждено повеситься, не утопится. Но война, тем более вот такая, как сейчас, когда ты погибаешь, ну ты не в форме, ты не военный, ты просто не просыпаешься в своей постели от того, что что-то прилетело. Причем неважно, тут не беру там Россия, Украина, вот просто как факт. Я думаю, что это не должно быть предначертано. Ну вот не должно быть. Это неправильная война, и так умирать не должны. Так, спасибо большое. Почему ты вещаешь по-русски? Ты зрадник или враг Украины? Это не вопрос. Подождите, стойте. Шелест, почему ты вещаешь по-русски? Ты зрадник и враг Украины. Михаил, ну, если все, кто вещает по-русски, это зрадники и враги Украины... Подождите, вы утверждаете, что я зрадник и враг Украины. И спрашиваете меня, почему я вещаю по-русски. То есть, если бы по-украински вещал, я тоже был бы зрадник и врагом Украины, но на украинском. Короче, Михаил, не путайте себя и не путайте всех нас. Добра и света вам. Добра и света. Скоро, я надеюсь, эта пелена всех спадет. Шелест, у вас есть образование? Если да, да какое? Ответьте. Да, высшее образование. Журналистика.
Луганский национальный университет имени Шевченко. Ну, я не буду там магистратура, ну, и думал тоже преподавать, но, ну, я просто практикой очень рано занялся, но не пошел. Так раз это 14-й год, вот это все, плюс еще, ну, не очень преподавание меня влекло за собой, хотя все говорили, надо аспирантом быть, надо защищать, кандидатскую получать, преподавать, прибавка к пенсии, ну, нет, не мое. К сожалению, преподавание. Александр, как вы считаете, следующим президентом Украины будет ярый противник России, типа Белецкого или Залужного, или кто-то лояльный к России, например, Мураев? Спасибо за ответ. Я думаю, смотрите, будет президентом Украины очень что-то посредине из того, что вы описали. Очень посредине. Может быть, даже... Ну, смотрите, там всякие усики или, например, артисты, танцюристы не подойдут, не будут фигурировать. Но может быть, даже какой-то старый политик. Не Тимошенко, Порошенко, но какой-то такой, который, в принципе, он типа политик, но он будет четко не отсвечивать, чисто выполнять свои функции. Вот этих всех пафосных речей, красивых. Я, если честно, вот вы так натолкнули меня на эту мысль. Я так жду, чтобы у меня когда-нибудь, как у украинца, было скучное обращение президента Украины. Скучное. Чтобы, помните, вот, без этих всех проходок, без этих всех перебивок, шоу, каких-то картинок. Вышел такое новогоднее обращение. Вышел президент Украины, легитимный президент Украины, вышел с бокальчиком на фоне елочки, рассказал, какой был тяжелый год, но мы многое сделали. Следующий год будет обязательно лучшим. Украинцы с Новым годом. И пошли куранты. Да, их там переделывали, это куранты вроде как московские, от них там отказались, какую-то хрень сучили нам, вот это обратный отсчет. Но хорошо, не прямо кремлевские куранты, этого не будет. Ну, такие что-то, чтобы понятно было. Чтобы можно было бумажечку поджечь, чтобы можно было бросить в бокал шампанским, выпить, желание загадать, понимаете? Вот этого хочется. Простого, понятного, 5, там, 3, не надо 20 минут обращения, или там 15 минут, как они там, эти шоу прям, они же, видите, как у Зеленского мода, они прям делают передачу целую, ты сидишь, думаешь, что уже там это стынет уже все у тебя, уже этот холодец растаял, понимаете, сидишь, вот это. Хочется вот классического, вот такого сухого, понятного, чтобы четко вышел человек, президент, с бокальчиком, и дали куранты, чтобы можно было 12 посчитать. Сделайте, пожалуйста, это так. Вот у меня такое пожелание не к вам, зрители, вот во Вселенную. Напишите, если поддерживаете мое пожелание. Сделайте, пожалуйста, так на этот Новый год. Я понимаю, что там легитимного не будет, но вот просто на этот Новый год сделайте, пожалуйста, чтобы вышел какой-то человек, который возглавляет вот это все с миром Трампа, без мира Трампа, вышел, сухо сказал 10 предложений, условно, без этого всего пафоса натужного. Всех по-человечески поздравил с Новым годом. И мы вошли в 26-й год. Нормально, четко, без этих всех, без популизма и идиотизма. И таких классных картинок. Вот. Ну, поддерживайте, ставьте лайк. Не поддерживайте, скажите, Шелест, что ты фантазируешь. Так, спасибо вам большое, спасибо. Да, друзья. Так. Так, Саша, привіт. Зе до Нового року втече, Трамп дожме, все таке. Посмотрим. Ну, все идет очень как-то сценарно все идет. Особенно отставка Ермака, в которую вообще никто не верил после встречи с Рубио. Но проходит 3 дня. Гудбай, Ермак, гудбай. Вполне вероятно, что абсолютно неожиданно для всех нас произойдет что-то и с Зеленским. А потом, он же, видите, в обращении намекнул нам на правительство национального единства. А если будет такое правительство? А на кой тогда офис президента, бэк-офис президента? Вы понимаете, что Зеленского может быть сложиться ситуация, что его просто вынудят свалить, чтобы все на него не свалили.
Потому что эти-то поменяются, как Резников, да, тихонечко в лес ушел с этими яйцами по 17. Кто о нем вспомнит? Никто. И останется он один. Ну, это такой стиль управления у него тоже, да? Он останется один. И все шишки на него полетят. Поэтому нужно будет красиво придумать, как красиво уйти. И, может быть, они сами возглавят. Они же, видите как, они, если не могут что-то сделать, они пытаются это возглавить. Может, он сам возглавит формирование правительства национального единства, сам выйдет, скажет: я устал, я ухожу, но я всегда со своей страной, я сделал все, что мог. Рада, давай. И Рада возьмет и даст. А он поедет в Лондон писать мемуары о том, как НАБУ сорвала операцию по взятию Москвы. И такое тоже может быть. Почему нет? Да, это был тяжелый год, помним, да. Янукович. Это, кстати, лютая история. Янукович прилетел в США к Трампу. Трамп принял его в Мар-а-Лаго. Ой, я такое смотрю, иногда попадается мне по разным, по соцсетям. Думаю, ё-моё, слушайте. Янукович поздравлять будет? Не знаю. Предупредите вновь о зиме и подготовке к отеплению сами. Спасибо за эфир. Да, зима будет тяжелой. Вы фантазируете, но я поддерживаю. Да, ситуация хреновая, но нужно же как бы. Александр, ваша любимая книга. Я всегда на этот вопрос отвечаю: «Мышонок Пик». Ну, это такой внутренний прикол. «Мышонок Пик». Такая сказочная книга про приключения мышонка. Интересная, найдите, посмотрите. Это я в детстве читал. Это такая плюс-минус первая художественная литература, которая, вы знаете, вот прочитана так, с гордостью. Маленький шелест я прочитал. Ваша любимая. Поэтому самая любимая. Вот. Нет, так, конечно, Булгаков, да, конечно. Люблю Булгакова. Так, зима в Лондоне тяжелая кому? Зима в Лондоне тяжелая, да. Так. Теплая, кровавая, да. Александр, как у вас народ в самом деле верил в те унитазы и весь тот бред, где народ был темный в лаптях, где у народа промыли мозг, что могли отличить реальность от бреда, вы прозреваете. Это прозрение будет тяжелое. Это будет очень тяжелое прозрение на самом деле. И поэтому я искренне хочу, чтобы вышел какой-нибудь, имя которого даже путали бы, президент, вот какой-нибудь такой президент, чтобы его даже не знал никто особо, там какой-нибудь. У меня всегда, я с уважением это знаю, кто такой Ехануров, да, например, там, в те времена, когда он был у руля, я там особо там, политика и политика, когда он был премьер-министром, Ехануров, там, Есаул, что ж ты бросил коня, Ехануров. А он сам вообще какой-то, мы с ним интервью делали много, но уже позже, но он же был раньше. И вот я в те годы имею в виду, чтобы вот какой-нибудь был какой-то, я его не пиарю, я просто, чтобы эта фамилия тогда мало кому о чем говорила. Вот чтобы знали вроде как в узких кругах политических журналистов, политиков, а чтобы вообще в принципе никто не мог понять вообще, кто это, что это. Вот такой должен быть президент. По крайней мере, на этот переходной этап. И я уверен, что вот такого надо избрать, какого-нибудь вообще, чтобы вообще никто ничего не понимал. Да? Не было этих эмоций, не было... Что все просто засучили рукава и работали над тем, чтобы вернуть страну к жизни. А тут принимал грамотное решение. Надо открывать по линии соприкосновения дефис новой границы Украины, переходы между бывшими территориями Украины и нынешними. Открываем. Надо коридоры пускать с нормальной человеческой проверкой. Не фильтрацией, а проверкой в безопасности. Но чтобы люди могли туда-назад приезжать, уезжать, выезжать, надо это делать. Надо будет торгануть с Россией чем-то важным. Или запустить трубу, чтобы качать потребителям и зарабатывать. Надо будет это делать, чтобы без оглядки на вот этот весь, чтобы экономика была отдельно. Я думаю, что украинцы, вот все говорят, украинцы заслужили независимость, они заслужили, геть від Москвы, мы что, зря кровь проливали? Так мы в том-то, мы поэтому кровь проливали.
Чтоб нормальные, мало коррумпированные пришли и зарабатывали деньги, все работали, без вот этих всех отсылок к вот этим разукрашенным националистическим, придурастым, идеологическим нарративом. Просто работали. С Белоруссией надо там нефтью торгуем, удобрения, там что-то, надо что-то Беларуси, например, отправить через Одесский порт. Отправили. Нам Одесский порт для этого нужен, чтобы Беларусь не туда на север гнала, да, а к нам. Это наши клиенты украинские, свои удобрения или свои грузы. Не только Беларусь, и другие тоже. Да, ну те, кто не имеют, например, выхода к морю. Чтобы максимально привлекать, максимально зарабатывать. И, наконец-то, позаботиться о благосостоянии украинца. Вот это нужно. И нужен такой очень... Я за серенького президента. Ну, это, может, сейчас настроение такое. Друзья, всем большое спасибо за этот шум. Напишите, что думаете вы. Спасибо, что в эти такие очень ветры бурные мы вместе. Добра и света в каждый дом.